потому что у нас уже налажены связи с ирландским посольством, и теми вопросами, которые занимает Ирландский культурный клуб, мы обязаны большой помощи и благодарности нашему другу, гостю, господину Филиппу Макдоналду. Вы, наверное, помните, что мы уже проводили целый ряд мероприятий, посвященных Ирландии. И вот сегодня для нас большая честь, когда мы сможем послушать выступление нашего гостя, посла Ирландии Филиппа Макдоналда, о связях Ирландии и России. И поэтому лекция, которая сейчас состоится, она будет чрезвычайно интересной и, безусловно, полезной. По плану мероприятия, которое мы проводим сегодня, мы его назвали «Круглый стол», потому что это не только лекция, это интересные презентации и, конечно же, ваши вопросы, конечно же, ответы нашего уважаемого коллеги. Значит, у нас с вами, как всегда, наш самый замечательный человек этого огромного филиала, это наш известный нам Морозов Михаил Анатольевич. Михаилу Анатольевичу, который скажет, что у нас еще в гостях есть наш замечательный проектор Галина Борисовна Литовченко. Уважаемые друзья, сегодня, как я сказала, что у нас замечательный день, да, нам приехали в гости. Первый раз в гости приехал посол Ирландии. Это для нас очень такое значимое событие и приятное, поскольку послы не каждый день приезжают, да, в институты. Вот, а у нас, в общем-то, достаточно, так сказать, часто бывает. Правда, господин посол первый раз к нам приехал, но мы уже с ним разговаривали и вот, надеемся, что и он уже подтвердил, что теперь будут у нас часто в гости. И я думаю, что это будет на пользу нам всем, поскольку мы вспоминаем, всегда помним, что наша академия, как называется, российская, международная, да? Как мы всегда говорим, что международная составляющая мы всегда обращаем большое внимание. Я надеюсь, что вот это как раз мероприятия, вот такие мероприятия помогут нам в дальнейшем не просто расширять свой кругозор, получать какие-то дополнительные знания, да? Приобретать друзей, но и, в общем-то, конечно, повышать ваш уровень, вот, как вы всегда говорите, нашей конкурентоспособности, нашей академии или вас на рынке образовательных курсов, когда мы закончим. Ну, я сказал, что у нас очень приурочено 3 года нашему клубу. Спасибо за инициативу, которую проводит кафедра и вот, президент нашего клуба, который занимается этими вопросами. Вот. Но я надеюсь, что это будет полезное мероприятие, встречи, и у нас будет очень много друзей или вас, которые будут ходить по сотрудничеству. Да? Сколько вы сейчас работаете? Более 20. Ну, я думаю, что теперь 30, 40 и так далее, так далее, так далее. Вот. Ну, большое спасибо, что вы тоже к нам пришли послушать, да, вы приняли участие в мероприятии в круглом столе. Я надеюсь, что пройдет это конструктивно и плодотворно. Пожалуйста, готовьте вопросы. Можно на английском, можно на русском, кажется. Ну, есть у нас переводчик, официальный мероприятие, значит, можно говорить и на русском языке, переводчику переведет все это дело. Вот. Ну, если кто-то захочет показать свои знания языка, пожалуйста, можно и на английском говорить. Вот. Ну и я передаю слово Галине Борисовне, которая вот тоже нашла время, приехала к нам и поздравит нас от имени ректората и от академии в целом. Спасибо большое. Спасибо, уважаемые коллеги, уважаемые гости, дорогие наши студенты, от лица ректората Российской международной академии туризма. Рада вас приветствовать на знаменательном событии, которое сейчас происходит в нашем московском филиале. Удачи вам, потому что она вам сейчас сопутствует, и в дальнейшем, чтобы это было, потому что на самом деле не в каждом вузе бывают такие встречи, не в каждом вузе есть такие клубы, поэтому вам очень повезло, и пусть это везение продолжается. Удачи вам в работе, в обучении, и в дальнейшем устроить свою карьеру таким образом, чтобы встречи с послами были у вас частыми. Удачи вам!
лекция будет на английском языке. Если будут вопросы, пожалуйста, потом готовьтесь. И дальше у нас пойдет рабочий порядок. Господин директор, дорогие друзья, спасибо за приглашение. Извините, что я еще не говорю по-русски. Я попробую два слова говорить по-русски. Это знак дружбы между Ирландией и Россией. Это встреча. Знак дружбы. Это год, важный год для отношений между Ирландией и Россией, потому что мы одобряем визита президента Ирландии и тоже визита министра иностранных дел в Москву. И будет тоже важный футбольный матч в октябре. Мы надеемся, что много туристов пойдет. Спасибо. Моя коллега переводит. Мы надеемся, что много туристов пойдет из Ирландии в Россию, тоже из России в Ирландию. И сейчас я говорю по-английски. So I think I can make a better impression if I speak in English. I will. Я произведу на вас лучшее впечатление, если я говорю по-английски. I just make a few points about Ireland because I hope there will be questions. Я скажу несколько слов об Ирландии и надеюсь, что потом зададите ваши вопросы. I'm very glad that you have the European flag between the Irish flag and the Russian flag. Я очень рад, что здесь рядом флаг Европейского Союза, ирландский флаг и российский флаг. We have been a member of the European Union since 1973. Мы члены Европейского Союза с 1973 года. I think you could say we're a thoughtful member of the European Union. Такие очень серьезно относимся к членству нашего Европейского Союза. We've had many referendums. У нас очень много референдумов прошло по этому вопросу. And we are aware of a wider Europe beyond the European Union. Ну и, конечно же, мы всегда помним, что помимо Европейского Союза есть еще более большая Европа. In 2012, Ireland will be the chairman of the organization called the OSCE. В 2013 году Ирландия будет председательствовать ОБСЕ, of which Russia is a very important member. Россия является очень важным членом этой организации, Организации безопасности и сотрудничества. So that should bring us closer to Russia. И вот это, конечно, послужит нашему сближению с Россией. I think another point I would make about Ireland is that in the last 10 years or so, we've had a very successful peace effort in Northern Ireland. Ну, конечно, должен сказать, что где-то в последние 10 лет очень успешно
успешными оказались наши усилия по мирному урегулированию Северной Ирландии. There was a very difficult conflict, as you may know. Ну, вы, конечно, знаете, там очень такой сложный конфликт. And a symbol of the change is that George Mitchell, who was the American envoy in the Northern Ireland situation, has now been sent to the Middle East. Ну и вот символ происходящих перемен представляет тот факт, что Джордж Митчелл, это посланник Соединенных Штатов, который участвовал в процессе, он сейчас занимается вопросом разрешения. I think another point I would make about Ireland is the importance of culture. Ну и, конечно, я хотела бы остановиться на важности культуры в связи с Ирландией. We're a small country, but in the field of literature, we are a superpower. Ну, хоть мы и маленькая страна, но что касается литературы, здесь поистине держава. And that is one of the things that for 200 years has brought Irish people into close contact with Russia. И благодаря этому в последние 20-200 лет у нас идет процесс движения с Россией. All the people in Ireland who work in the area of music or painting or literature, they're always interested in Russia. Ну и все, кто работает в Ирландии в области музыки, художественной, экспозиционного искусства, литературы, все, конечно, интересуются Россией. I found that many people in Russia know a song called Вечерний звон. Вот я знаю, что очень многие в России знают песню «Вечерний звон». Вечерний звон is actually an Irish song, and Но it was translated. So, на самом деле «Вечерний звон» — это ирландская песня, которая была переведена на русский язык. so that song itself is a sign of this cultural contact between Ireland and Russia. Ну и вот эта песня, она как, может представлять из себя как раз такой знак, как осуществляются культурные контакты между Ирландией и Россией. And I think I would make one other basic point about Ireland, which is that we have a very modern economy. Ну и хотела бы еще обозначить еще очень важную тему, говоря об Ирландии. Это нельзя не сказать о том, что в Ирландии очень современная экономика. Our exports are 80% of GDP. Наш экспорт составляет 80% нашего ВВП. And the exports are in very modern things like information technology and medical products. И предметы экспорта составляют информационные технологии и медицинские технологии. Everyone is talking about the economy in every country in Europe today. Ну, все говорят сейчас об экономике. В любой стране Европы очень вообще актуальная тема. And Ireland has been one of the most determined countries to face the financial crisis. И Ирландия как раз является одной из стран, от которых потребовалось очень внимательное и серьезное отношение. I mentioned three things that have happened in the last year. Ну вот я упомяну, может, три вещи, что случилось в последний год. One is that all the salaries of us public servants have been reduced, and all costs in the economy have come down. So the cost of living in Ireland has actually come down by 4% in the last year. Ну, во-первых, то, что зарплаты государственных служащих были уменьшены,
И вообще стоимость жизни стала меньше на 4%. And the other second thing is that the state, the government, has taken over much of the banking system. И второй важный момент, что государство сняло на себя обязательства определенных банков, такой проблемы. And the third thing is that we've introduced very strong new ideas for regulation of companies, regulation of banks. И третий фактор состоит в том, что мы ввели здесь очень такие серьезные правила в отношении ограничивающие деятельность компаний и банков, стимулировать компании. So we think that in the next year we will again have this rate of growth which was typical of Ireland up to the financial crisis. И мы надеемся, что на следующий год у нас будет уже экономический рост. Надеемся, что опять процесс, который мы наблюдали до экономической кризиса. And so I would say in all of this, if you look at our profile, tourism is very important. It fits in with our general willingness and interest in meeting people, and it also fits in with our economy and our culture. Ну и как бы в этом контексте, конечно, туризм играет очень большую роль, очень важную роль для нас. Как бы естественно для нас в связи с такой нашей открытостью, желанием встречаться с людьми, и играет очень важную роль вообще для нас в странах. Traveling, either Irish people going to work abroad or going on holidays, or people coming from abroad to live in Ireland or on holidays, this exchange is really fundamental to our country. Ну и вот эти вот взаимные поездки, взаимные путешествия там, с различными целями, будь то это на работу или там, отпуск, они, в общем, этот взаимный обмен, он является для нас основополагающим. So I don't know how Yelena Borisovna wants to organize this meeting, but I'm very happy to answer questions if that's a good idea. Ну и как я не знаю, как дальше вы хотели. Я буду рада ответить. Значит, а сейчас я надеюсь, конечно, после такой яркой информации и надеюсь, у вас появились вопросы. И если есть, пожалуйста, можно на русском, можно на английском. Да, что-нибудь. Добрый день. Скажите, пожалуйста, что, по вашему мнению, может способствовать развитию массовой культуры? Нет, не массовой. There are many different elements in the cultural contacts with Russia. Ну, здесь много различных элементов есть в наших культурных контактах с Россией. I found in Moscow and St. Petersburg and also in other parts of Russia, there are very strong Irish dancing schools. Ну вот я уже успел заметить, что и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других регионах очень большой интерес к ирландским танцам, есть школы ирландских танцев. There's also a very strong interest in traditional music from Ireland. Очень большой интерес к традиционной музыке ирландской. And there are a number of Russian groups that play Irish music. И много различных групп в России, которые играют исполнение ирландскую музыку. And there's one that I know in particular, is it what's the one with Natasha O'Shea? That's right.
listening to their music. Thank you. But then that is very interesting to me because that's very modern in style. It's like a number of groups in Ireland which are doing new music but with traditional elements. Ну вот это как раз она представляет интерес, потому что представляет такое очень новое направление, современную музыку, современное исполнение, основанное на традиционной ирландской. And then there's the whole field of literature. Ну и, конечно, целая очень большая область литературы. I went to a wonderful event last December, which was a number of schools here in Moscow which performed pieces from Irish theatre. Было такое замечательное, очень интересное мероприятие в декабре. Несколько школ делали постановки по пьесам ирландского театра. And we're also working on an anthology of Irish poetry translated into Russian, which might be suitable for schools. И мы также работаем над выпуском сборника антологии ирландской поэзии на русском. And then a very important thing, and which I find very touching, is the celebration of St. Patrick's Day in Russia. И, конечно, очень важно для нас и для просто очень трогательный для нас факт, что здесь, в России, празднуют День Святого Патрика. And then in many universities, such as here in your institutions, there are Irish clubs or Irish studies. И, конечно, во многих университетах, так же как в вашем университете, есть ирландские клубы и центры изучения поэзии. And there are many other things. There's the composer John Field, Можно упомянуть, конечно, очень много других вещей, например, композитор Джон Хилл, who lived in Moscow and St. Petersburg and influenced many important figures in music in Russia. он жил в Москве и в Санкт-Петербурге и оказал очень большое влияние на деятельность, музыкальных деятелей в России. And this year, for the first time at Maslenitsa, we had a Russian festival in Dublin. В этом году первый раз мы провели внутренний фестиваль Москвы. And then we have some connections of a humanitarian character. У нас есть и различные осуществляются гуманитарные связи. There are many Orthodox parishes, Russian Orthodox parishes in Ireland, 5, I think. Где-то порядка 5 приходов православных молодежи. And yesterday I was in Bryansk and I attended the Poslednya Zvanach in this Детский dom in Bryansk. And there were Irish people there who they have a relationship with the town and oblast of Bryansk, and they bring gifts for the children in these homes. И вот буквально вчера я был в Брянске и присутствовал на церемонии последнего звонка для выпускников. Церемонию проходила в детском доме, и там присутствовало очень много ирландцев, которые поддерживают очень тесные связи с Брянском и привезли с собой очень много подарков. And we have another idea, the main morning news program on the Irish radio, which everybody listens to. We have the idea that for 1 week they would come and broadcast from Moscow. So the morning news on the Irish radio would come from Moscow for 1 week. И у нас есть такая основная информационная программа на ирландском радио. Мы планируем, что так, чтобы они приехали на одну неделю и вещали из Москвы. And this is because the people in the program just love the idea of coming to Russia. It's a personal thing. И все это из-за того, что людям очень нравится вообще сама идея сделать такую программу из России. So I think, to tell the truth, we're such a small embassy. It's almost impossible for us to
keep up with all the ideas that keep coming. Ну, как бы, если честно вам сказать, посольство Ирландии очень маленькое, и физически нам очень сложно с всеми событиями происходят. But definitely there's a real friendship and a real understanding there. Но действительно, между нами есть действительно очень хорошая дружба и понимание. Еще есть вопрос? Здравствуйте. Как вы считаете, какие русские авторы наиболее популярны для вас? Ваши Well, I think I'm just trying to think back to when I was a student. I think Tolstoy is recognized. You know, Tolstoy is like a monument in the landscape. Ну, я пытаюсь вспомнить свои студенческие годы, наверное, конечно, Толстой, потому что это, конечно, моментально. And then it depends on how much people know. И потом, конечно, зависит от того, вообще, сколько людей знают. I think that people who are interested in literature are more and more interested in Akhmatova. Ну, может быть, те, кто вообще интересуется литературой, конечно, интересует творчество Ахматова. And the most famous playwright in Ireland, Brian Friel, he's coming to Moscow in June, and he wants to see some Chekhov plays. Очень известный популярный драматург в Ирландии Брайан Фрил, он приедет в Россию и будет участвовать в чеховских фестивалях. It's a very good question. I think everyone in Ireland knows, they know instinctively that Russia is really central as a source of literature. Хороший вопрос. Я думаю, что в Ирландии понимают, что, конечно, Россия очень важная страна для литературного мира, источник, центр. But I think that the actual study of literature, it takes so much time. Вообще изучение литературы, это, конечно, процесс, который занимает очень много времени. I think there's 20 people who have seen the film version of Dr. Zhivago, for every one person who has read Bulgakov. Может быть, если можно привести такое соотношение, из 30 смотрел доктор Живаго, каждый пятый, может быть, Булгаков. Еще есть вопросы? Есть в Ирландии какие-нибудь организации, которые занимаются изучением культуры России? There are some organizations, but they're not for the moment very strong. Ну, есть некоторые организации, но деятельность достаточно занята. In recent years, people are beginning to understand that the Russian language is actually our second language. This is really an amazing discovery. We have a language, you know, our own national language, Gaelic or Irish, which people know, but they don't speak very well. The Gaelic, you know, most people know the Irish language to some extent. Ну, то есть в Ирландии, как бы, ирландский язык это второй язык, несмотря на то, что некоторые, немногие его знают и понимают ирландский язык. And then in recent years, people began to think that because we had so many workers coming from Poland, that Poland might be overtaking Irish as the second language. Ну и в последние годы очень много приезжает на работу в Ирландию людей из Польши, и вот появилось такое опасение, что польский язык как бы вытеснит ирландский и займет второе место по влиянию. So just
just now in recent years, it's becoming clear that Russian is actually the language most spoken after English. Но даже вот в последнее время становится все более и более понятно, что это уже не польский, а русский язык. Because we have people from Russia, Lithuania, Latvia, Poland, Uzbekistan, who all speak Russian. Ну, то есть все, кто приезжает из России, из Польши, из Узбекистана, из Латвии, из Украины, они говорят на русском языке. 15% of the population in Ireland were born outside the country. То есть 15% населения Ирландии, которые сейчас, да, в Ирландии людей, родились за пределами. And in that group, Russian language is now the most important language. And we have 2 Russian language newspapers. И вот в этой группе русский язык, он самый распространенный. Даже есть 2 газеты русскоязычные. But the sector of Russian culture in Ireland is not very strongly organized. Ну, конечно, сектор русской культуры, он не очень хорошо организован. The Russian embassy is beginning to do things now. Ну и посольство России, конечно, стало работать. Есть еще вопросы? Скажите, пожалуйста, как вы считаете, какие черты характера похожи у ирландцев и у русских? Well, I've often thought I should sit down and think about this. Но я часто думаю, что надо лучше хорошо подумать над этим вопросом. I have personal opinions. У меня есть собственное мнение, личное мнение. One thing is that it comes back to the writers, but when Russian people get into really big problems, they come back to their religious roots. Ну, вот я заметила, здесь некоторая связь с писателями, просветителем, когда русский человек попадает в сложные обстоятельства, он как бы обращается к своим религиозным. Dostoevsky or Bulgakov or Akhmatova or many other Russian writers, they are even not from the Christian tradition, but Grossman or Solzhenitsyn from the Christian tradition, they come back to a religious picture of the world. Ну, вот если можно назвать таких авторов, как Достоевский, Булгаков, Ахматова, Grossman, Солженицын, то есть они в итоге обращаются к таким духовным источникам. In Ireland it's the same, I think. Но я думаю, что то же самое можно сказать о том, что в Ирландии. Except that in Ireland there's more sort of cynicism. How do you about religion? Ну, здесь, то же самое происходит в Ирландии, за исключением того, что в Ирландии сейчас больше цинизма наблюдается по отношению к распространителям. People are always conscious of the religious background. So in Ireland, the Irish writers are always conscious of the religious background. Как бы всегда в Ирландии очень важно религиозное происхождение человека, его принадлежность. And I think that's speaking about the level of high culture. Ну, это как уже высоких материй. But it's also true at the level of everyday life. Но на бытовом уровне тоже заметно. But when I was in Bryansk on Monday night, I was in an apartment which is for children from the Детский дом who are going into further education, and they have nowhere to live. And this Irish group pay for apartments around the city of Bryansk to help those children have a better start. Я был в Брянске в понедельник, посетила квартиру, где живут уже
these Irish people who come to Briansk to do this, business people, they don't think that it has a religious connection. They don't think they come to Briansk and they do this using some of their holidays to help these young people. Ну и вот те деловые люди, да, ирландские, которые участвуют, оказывают помощь детям из Брянска, то есть они как-то не связаны с этим вопросом. They don't think it's a religious question. They don't think it is. But I would say to myself, why would people think it natural to do that? Но, конечно, вопрос возникает, я бы задала, да, почему люди так относятся к этому, почему они считают, что это естественно для них ехать, оказывать такую помощь. So I think that for me, the big similarity between Russia and Ireland, which makes us different from many countries in Western Europe, is that these sources of action are still more traditional. That's hard to express. Ну и поэтому вот, если говорить о том, что нас объединяет, очень похоже ирландское и русские, и что, в свою очередь, наверное, нас отличает от остальных европейцев, это как раз вот мотивация, источник наших действий. Or maybe one last effort to explain. I mean, if you take music, people in Russia still sing themselves. Ну, если мы возьмем музыку, то есть русские, And Russia, in Russia, people sing. People sing. It's not just about downloading, ABBA. I have nothing against ABBA. просто там скачивают какую-то музыку, But people actually sing. то есть они сами поют. And it's also true in Ireland. That people sing. And in Ireland and in Russia. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, насколько Ирландия популярна среди российских туристов и насколько она популярна как страна, в которую приезжает изучать английский язык? Well, as regards study, it's getting more popular. Что касается обучения, то все больше популярности пользуется. We have some hundreds of Russian students in Ireland at any one moment. То есть буквально сотни студентов из России приезжают в Ирландию. And we hope to have more. Мы надеемся, что еще больше приедут. As regards tourism, I hear figures for how many Russian people go, say, to Turkey or to Egypt. Ну, что касается туризма, я слышу, называю цифры, сколько российских туристов едут в Турцию, в Египет. And so the number coming to Ireland is really tiny by comparison. Ну, конечно, по сравнению с этими числами, количество туристов из России, которые едут в Ирландию, оно, конечно, гораздо меньше. And we in the embassy, we're always talking to Tourism Ireland, which is the organization responsible for promoting tourism. And we say, why don't you come and advertise in Russia? Ну и мы в посольстве очень часто общаемся с нашим ирландским советом по туризму, который называется Tourism Ireland, и говорим, почему вам еще приехать и рассказать о возможностях в плане туризма. I think there is great potential. Я думаю, что здесь очень большие возможности, очень большой потенциал. It's a particular kind of tourism. You know, it could be companies coming to hold conferences, or golf, or fishing, or people interested in music. Ну, здесь можно о разных говорить видах туризма, могут быть представители компаний, какие-то, которые могут приехать для участия в конференции, например, туристы, поиграть в гольф, ловить рыбу. Здесь различные возможности существуют. And it's easier than people think. И это на самом деле гораздо проще, чем люди обычно придумывают. For the moment, there are only a few direct flights. Ну вот сейчас очень много прямых полетов.
but there are many, many connections. рейсов, но очень много там возможностей стыковки. From London, Paris, Amsterdam, Frankfurt, Copenhagen, and so on. And visas are easy, contrary to what people sometimes think. И получение визы тоже сложно совсем. Немножко транспарентен, потому что там слышно. So I hope we will have much more. Так что я надеюсь, что And also there's potential. Irish people travel a lot, although we're a small country. People travel a huge amount. ирландцы тоже очень много путешествуют, хотя страна небольшая, но очень быстро. And there is scope. I know Irish people will come to Moscow or St. Petersburg or other parts of Russia if it was advertised more. И я думаю, что на самом деле в Москву, Санкт-Петербург приехало гораздо больше людей из Ирландии. I'll just make one other point which is very important in the tourism industry. It's the exchange rate of the euro. Ну и очень важный здесь момент для индустрии туризма – это курс евро. And at the moment the exchange rate has come down a lot, so it's cheaper to go to Ireland than it was last year or 2 years ago. Ну и сейчас он сильно упал, поэтому, конечно, сейчас дешевле гораздо. Есть еще вопросы? Да. Вы говорили, что русский язык переводит на второе место в Ирландии. И вот сами приветствую по-русски. Скажите, пожалуйста, как вы находите русский язык? Сложно ли вам для обучения изучения Well, I have lived in Finland and I've tried to learn Finnish. And after Finnish, Russian is really and also I feel that it's easy to be enthusiastic about learning Russian. Ну и думаю, что очень высоко с энтузиазмом относиться к этому процессу изучения. Because Russian culture is so interesting. Потому что культура в России очень интересна. And there are so many beautiful writings in Russian. И очень много произведений на русском языке. I would also say that Russian people are not snobs about their language. Ну и, как я говорю, русские не сноб. So that anybody is allowed to practice Russian without feeling, you don't feel terrible if you make mistakes. То есть все дают русские возможности практиковаться в русском языке и делают, не заставляют человека чувствовать себя плохо, если делают какие-то ошибки, очень хорошо. So maybe next year I can come and speak to you in Russian. На следующий год я уже, наверное, смогу еще раз прийти к вам и буду практиковать. Спасибо большое. Большое спасибо, господин Мамон. Сейчас самое время. У нас программа достаточно емкая, но она не будет длительной. И еще несколько презентаций, но они будут коротенькие. Сейчас мы предоставим слово директору Ирландского культурного клуба Илоне Калашвари, который расскажет, что сделано за 3 года и что такое ирландская культура, какая работа ведется в нашей стране для того, чтобы мы могли ее изучить и могли понять и проникнуться вот этими прекрасными идеями, которые есть в культуре другой страны, как у нас. Еще раз всем добрый день. Ну, стоит сказать, что наш ирландский культурный клуб создан по инициативе студентов ФРМА при кафедре регионализма и романа германских языков 3 года тому назад. Ирландский культурный клуб – это программа дополнительного образования, а также научное студенческое общество. Свои
активности Ирландский культурный код выделяет такие задачи, как формирование личностных качеств, таких как коммуникабельность, культура общения, толерантность, целеустремленность, умение работать в коллективе, ответственность, самостоятельность и, конечно, творческая активность. Также мы уделяем большое внимание формированию положительного отношения к иностранному языку и культуре того народа, который говорит на этом языке. Развитие стремления к взаимопониманию людей разных сообществ, толерантных отношений к проявлению иной культуры. Ну и за время существования нашего клуба проведены открытые семинары по кельтской, ирландской музыке, кельтской мифологии, древней литературе, фольклору, танцам и религии. Организован просмотр ряда научных и художественных фильмов, посвященных проблемам кельтологии и ирландистики. Члены Ирландского культурного клуба приняли участие в работе 2-го и 3-го фестиваля ирландского кино в Москве. Проведены открытые показы ирландских фильмов «Ромаас». Члены клуба стали постоянными участниками празднования Дня Святого Патрика в Москве. Проведен ряд конкурсов на проведение выборов, в которых присутствовали первые лица посольства Ирландии. Принято участие в подготовке организации международной студенческой конференции, которая прошла в 2009 году и была посвящена вопросам сохранения национальной культуры в условиях глобализации. Также посвящен ряд мероприятий, посвященных ирландской культуре. Ну и, собственно, в чем заключается наша научная работа. Многими членами Ирландского культурного клуба написан ряд публицистических статей. И вся деятельность Ирландского культурного клуба у нас связана с изучением ирландского культурного наследия. Ну и сегодня, конечно же, говоря о культурном наследии, мы, безусловно, должны представлять себе ту роль, которую играет ирландское культурное наследие каждой страны в интеграционных процессах современной глобализации. Знание о роли, месте и значении той или иной культуры в становлении и развитии мировой цивилизации является ключевым для понимания тех внутренних и социокультурных процессов и кризисных явлений, с которыми сталкивается и еще может столкнуться современное общество. Учитывая все кризисные явления в социокультурной и этнопсихологической сферах современной Европы, обращение к культурному наследию Ирландии может стать первым и важнейшим шагом к пониманию и разрешению насущных проблем. Обладая исключительной уникальностью, каждая культура, тем не менее, несет в себе следы общения с иными культурами. В исторической логике развития мировых культур и цивилизаций ученым известен тот факт, что национальным местным культурам свойственно в течение времени объединяться, разрастаться, эволюционировать, тем самым образуя цивилизацию, охватывающую собой многие пространства и народы. Однако, к сожалению, сейчас все чаще забывается тот удивительный факт, что европейская цивилизация образовалась немного иным, нежели это свойственно традиционным способом. В результате так называемого распада кельтской культуры кельтского народа, элементы которой послужили основой ее становления и развития. Безусловно, потом были века расцвета греческой и римской культур, внесших неоценимый вклад в формирование культурного облика современной Европы, но до сих пор этот список считается неполным без упоминания об ирландской культуре. Не секрет, что основой любой культуры и цивилизации является религия и тот мифопоэтический культурный код, который выстраивается религиозной грамматикой, отраженной в языке. Поэтому именно обращение к ирландскому культурному наследию сегодня может послужить незаменимым опытом в дальнейшем, потому что история сама показывает нам пути поиска решения всех имеющихся вопросов и проблем. Так, именно кельтская религия и кельтский мифопоэтический культурный код лег в основу большинства европейских народов, из которого на основе которого впоследствии каждый народ формировал свою уникальную неповторимую культуру. Так, именно христианские ирландские монахи-миссионеры, принесшие свет христианства в Европу, стали не только первыми непревзойденными переводчиками и комментаторами основных религиозных текстов, но и авторами первых грамматик и основателями первых школ. Ирландская мысль, ставшая впоследствии и сохранившая впоследствии в неизменном виде унаследованную никейскую традицию, снова вернулась в Европу на заре X веков и послужила той исторической формирующей силой, благодаря которой мы можем говорить о развитии и становлении современной европейской цивилизации. Ирландская культура, будучи прямой наследницей кельтской, сохранила в себе в неизменном виде уникальные традиции и донесла до настоящего времени ту информацию, изучение которой сейчас может стать спасительным для мирового сообщества в вопросах, связанных с пониманием и разрешением причин основных кризисных проблем, вопросов, которые мы сейчас имеем. Ирландское культурное наследие – богатейший и поистине неисчерпаемый материал не только для науки, но и других сфер человеческой жизни. Обращение к примеру Ирландии в вопросах сохранения и развития национальной культуры может стать спасительным для Европы, а обращение к ирландскому культурному наследию – ключевым для понимания и решения множества задач,
корни которых кроются в глубинах культурных истоков и культурных почв. Тот уникальный культурный и исторический опыт, что накопила Ирландия за всю свою историю, неоценимый материал, которому должно уделяться особое внимание в современном образовании. К сожалению, в настоящее время, когда любая информация ставится на поток, а главным ее источником становится масс-медиа, истинное значение понимания культурного наследия народа утрачивается. Само священное понятие наследного прошлого заменяется рекламной системой узнаваемых брендов, что несовместимо с пониманием самого понятия культурного наследия, так же, как питейный этикет богословской традиции. Культурное наследие Ирландии живет в настоящем, потому как прошлое для ирландцев всегда живо. То, что было вчера, является гордостью для ирландцев сегодня. То, что как бережно ирландцы на протяжении всей истории почитают и охраняют свое культурное наследие, пример достойный для подражания каждой страны, уважающей свою историю и культуру. Однако, обращаясь к изучению культурного наследия Ирландии, расширяя свои жизненные взгляды, мы не только способствуем сохранению той культуры, что изучаем, но и встаем на долгие и тяжелые путь борьбы с уничтожением своей культуры и культуры как понятия вообще. Встаем на путь борьбы с вездесущей дезинформацией и системой распределенных брендов, выдаваемых современному мировому сообществу за культуру и подлинное культурное наследие. Поэтому, даже обращаясь к изучению национальных культур, мы должны быть осторожны и должны помнить о той важной миссии, которую берем на себя. Миссию по сохранению и развитию культуры. И то, что мы беремся изучать, и то наследие, которое мы являемся сами. Исследовательская мысль, во многом загубленная современным состоянием системы образования, активное разностороннее развитие науки – вот что нужно современному мировому сообществу для поиска путей разрешения актуальных проблем. Именно такой ответственный подход должны выбрать те, кто взялся за изучение культурного наследия, как самого ценного из того, что накопило мировое сообщество за всю свою историю. Культура живет в сердце человека. Именно в нем прошлое встречается с настоящим и обретает плоть и кровь. Поэтому сохранение культуры возможно только в ее развитии. Бережно сохраняя и уважая старые традиции, мы можем обращаться к новому, изменять мир к лучшему. Конечно, одного изучения культурного наследия для этого недостаточно. Для этого требуется мощная политическая, экономическая поддержка. Но тех, кому действительно важно сохранить мировое культурное наследие и культуру своей страны, это не должно останавливать. Ирландская культура в свое время послужила становлению и формированию европейской цивилизации. Это стало возможным только в результате того, как на протяжении многих веков, несмотря ни на что, ирландский народ охранял и развивал свою культуру. Сейчас Ирландия вместе со всеми переживает много кризисных ситуаций, во многом обусловленных положением дел в Европе, во многом обусловленных развитием своей истории. Но тем не менее, в Ирландии уже намечен тот спасительный путь, по которому она движется. Путь сохранения и развития своей культуры. Культура – единственная сила в мире, которая не подвластна никаким внешним законам, но которая подчиняет и созидает все. Развивая свою культуру, мы продолжаем нести гордое звание человека. Мы развиваемся сами, мы растем над собой. Развивая свою культуру, каждый человек творит свою свободу. Поэтому только в своей культуре человек подлинно свободен. И только для культуры, как для формирующей и созидающей силы, нет никаких законов и невозможно никакие ограничения и запреты. Ирландия и ее культурное наследие ярчайший для нас тому пример. Много горести выпало на долю Ирландии, но во всех своих бедах она сохранила самое главное – свою культуру. Ирландский язык еще звучит над холмами и равнинами Ирландии. И несмотря ни на что, продолжает биться ирландское будущее сердце. Я думаю, настолько такая высокая нота требует хорошей удачи в продолжении. А продолжение может быть только также сердечно, искренне, с любящими сердцами подготовленной презентации членов клуба, Ирландского культурного клуба. Я очень прошу. Наследие Ирландии сегодня у нас. Good afternoon. Today my colleague and I will tell you about a beautiful country with rich heritage. We will talk about Ireland. The list of objects of the World Heritage of UNESCO of Ireland includes two objects. The complex on the River Boyne, which is actively investigated by scientists, consists of several objects. Trinity
College in Dublin was founded in 1592 by letters patent from Queen Elizabeth I, the mother of the university, and is the only constitute college of the University of Dublin. It's Ireland's oldest university. The Library of Trinity College is the largest research library in Ireland. The library contains 500,000 printed maps, the largest collection of cartographic materials in Ireland. The Book of Kells is by far the library's most famous book and is located in the Old Library. The Book of Kells is the most famous and one of the finest of a group of manuscripts in what is known as the insular style produced from the late 6th through the early 9th centuries in monasteries in Ireland, Scotland and England, and in continental monasteries. The manuscript takes its name from the Abbey of Kells, that was its home for centuries. The library usually displays 2 of the current 4 volumes at a time, one showing a major illustration and the other showing typical text pages. According to a legend, if a sinner looks in these books, he will lose vision. Old-style step dancing involved in the late 18th and early 19th century from the dancing of the traveling Irish dance masters. The Irish dance masters refined and codified indigenous Irish dance traditions. The Irish dance masters of the period also choreographed particular steps to particular tunes in traditional music, creating the solo set dances, such as the Blackbird, St. Patrick's Day, and the Jack of Johnny Walk, which also persist in modern Irish set dancing. In this context, set dance signifies a separate tradition from the social dance tradition, also called set dance. Thank you. Modern Irish dance. Modern Irish dance will send infection beats bounded through your lines. A famous dancer of modern Irish dance is Michael Flaherty. He is an Irish step dancer who became internationally known through his theatre musicals. River Dance, Lord of the Dance, and Feet of Flames. In Moscow, there are a lot of schools of Irish dance, and everyone can touch the Irish culture. St. Patrick's Day. St. Patrick's Day is celebrated on the 17th of March. His religious feast day and the anniversary of his death in the 5th century. As the Irish have observed this day as a religious holiday for all the southern year. From the streets of Moscow to the parks of London, celebrations honoring the Irish heritage abound St. Patrick's Day. Irish beer. It's no secret that beer is a centuries-old institution in Ireland. The infamous Irish pubs, found in nearly every urban pocket of the world, are evidence enough to that. There are dozens of breweries throughout Ireland providing myriad marks, styles, and labels of Irish beer.
In 2012, Ireland will be the chairman of the organization called the OSCE. В 2013 году Ирландия будет председательствовать ОБСЕ, Of which Russia is a very important member. Россия является очень важным членом этой организации безопасности и сотрудничества. So that should bring us closer to Russia. И вот это, конечно, послужит нашему сближению с Россией. I think another point I would make about Ireland is that in the last 10 years or so, we've had a very successful peace effort in Northern Ireland. Ну, конечно, должен сказать, что где-то в последние 10 лет очень успешными оказались наши усилия по мирному урегулированию Северной Ирландии. There was a very difficult conflict, as you may know. Ну, вы, конечно, знаете, там очень такой сложный конфликт. And a symbol of the change is that George Mitchell, who was the American envoy in the Northern Ireland situation, has now been sent to the Middle East. Ну и вот символ происходящих перемен представляет тот факт, что Джордж Митчелл, это посланник Соединенных Штатов, который участвует в процессе, он сейчас занимается вопросом разрешения. I think another point I would make about Ireland is the importance of culture. Ну и, конечно, я хотела бы остановиться на важности культуры. We're a small country, but in the field of literature, we are a superpower. Ну, хоть мы маленькая страна, но что касается литературы, And that is one of the things that for 200 years has brought Irish people into close contact with Russia. И благодаря этому в последние 200 лет у нас идет процесс сближения с Россией. All the people in Ireland who work in the area of music or painting or literature, they're always interested in Russia. Ну и все, кто работает в Ирландии в области музыки, художественной, экспозиционного искусства, литературы, все, конечно, интересуются Россией. I found that many people in Russia know a song called Вечерний звон. Вот я знаю, что очень многие в России знают песню «Вечерний звон». Вечерний звон is actually an Irish song, and it was translated. На самом деле «Вечерний звон» — это ирландская песня, которая была переведена на русский язык. So that song itself is a sign of this cultural contact between Ireland and Russia. Ну и вот эта песня, она может представлять из себя как раз такой знак, как осуществляются международные контакты между Ирландией и Россией. And I think I would make one other basic point about Ireland, which is that we have a very modern economy. Ну и хотела бы еще обозначить еще очень важную тему, говоря об Ирландии. Это нельзя не сказать о том, что в Ирландии очень современная экономика. Our exports are 80% of GDP. Наш экспорт составляет 80% нашего ВВП. And the exports are in very modern things like information technology and medical products. И предметы экспорта составляют информационные технологии и технологии. Everyone is talking about the economy in every country in Europe today. Ну, все говорят сейчас об экономике. В любой стране Европы экономика — это как раз очень актуальная тема. And Ireland has been one of the most determined countries
to face the financial crisis. И Ирландия как раз является одной из стран, от которой потребовалось очень внимательное и серьезное отношение. I mentioned three things that have happened in the last year. Ну вот я упомяну, может быть, 3 вещи, что случилось в последний год. One is that all the salaries of us public servants have been reduced, and all costs in the economy have come down. So the cost of living in Ireland has actually come down by 4% in the last year. Ну, во-первых, то, что зарплаты государственных служащих были уменьшены, и вообще стоимость жизни стала меньше на 4%. And the second thing is that the state, the government, has taken over much of the banking system. И второй важный момент, что государство сняло на себя обязательства определенных банков, которые управляют. And the third thing is that we've introduced very strong new ideas for regulation of companies, regulation of banks. И третий фактор состоит в том, что мы ввели здесь очень такие серьезные правила в отношении ограничивающие деятельность компаний и банков, чтобы стимулировать компании. So we think that in the next year we will again have this rate of growth which was typical of Ireland up to the financial crisis. И мы надеемся, что на следующий год у нас будет уже экономический рост. Надеемся, что опять будет процесс, который мы наблюдали до экономического кризиса. And so I would say in all of this, if you look at our Этой встречи мы ждали давно, потому что у нас уже налажены связи с ирландским посольством и теми вопросами, которые занимает Ирландский культурный клуб, мы обязаны большой помощи и благодарности нашему другу, гостю, господину Филиппу Макдоналду. Вы, наверное, помните, что мы уже проводили целый ряд мероприятий, посвященных Ирландии. И вот сегодня для нас большая честь, когда мы сможем послушать выступление нашего гостя, посла Ирландии Филиппа Макдоналда, о связях Ирландии и России. И поэтому лекция, которая сейчас состоится, она будет чрезвычайно интересной и, безусловно, полезной. По плану мероприятия, которое мы проводим сегодня, мы его назвали «Круглый стол», потому что это не только лекция, это интересные презентации и, конечно же, ваши вопросы, конечно же, ответы нашего уважаемого коллеги. Значит, у нас с вами, как всегда, наш самый замечательный человек этого огромного филиала, это наш известный нам Морозов Михаил Анатольевич. Представляю Михаилу Анатольевичу, который скажет, что у нас еще в гостях есть наш замечательный проект Галина Борисовна Литовченко. Уважаемые друзья, сегодня, как уже сказала, что у нас замечательный день, да, к нам приехали гости. Первый раз в гости приехал посол Ирландии. Это для нас очень такое значимое событие и приятное, поскольку послы не каждый день приезжают, да, в институты. Вот, а у нас, в общем-то, достаточно, как сказать, часто бывает. Народ, господин посол первый раз к нам приехал, но мы уже с ним разговаривали и вот, надеемся, что и он уже подтвердил, что теперь будут у нас часто гости. И я думаю, что это будет на пользу нам всем, поскольку мы вспоминаем, всегда помним, что наша академия, как называется, Российская международная, да?
как вы всегда говорите, что международная составляющая, мы всегда обращаем большое внимание. Я надеюсь, что вот это как раз мероприятия, вот такие мероприятия помогут нам в дальнейшем не просто расширять высокий газон, получать какие-то дополнительные знания, да, приобретать друзей, но и, в общем-то, конечно, повышать ваш уровень, вот, как вы всегда говорите, нашей конкурентоспособности, нашей академии или вас на рынке образовательных услуг, когда мы находимся. Ну, я Борисовна сказала, что у нас встреча приурочена 3 года нашему клубу. Спасибо за инициативу, которую проводит кафедра и вот, президент нашего клуба, который занимается этими вопросами. Вот. Но я надеюсь, что это будет полезное мероприятие, встречи, и у нас будет очень много друзей или вас, которые будут ходить по сотрудничеству. Да, кто будет расширяться? Сколько вы сейчас уже будете? Более 20. Ну, я думаю, что теперь 30, будет 40 и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, большое спасибо, что вы тоже к нам пришли послушать, да, вы приняли участие в этом мероприятии в круглом столе. Я надеюсь, что пройдет это конструктивно и плодотворно. Пожалуйста, готовьте вопросы. Можно на английском, можно на русском, кажется. Ну, есть у нас переводчик, официальное мероприятие, значит, можно говорить и на русском языке, переводчик у нас переведет все это дело. Вот. Ну, если кто-то захочет показать свои знания языка, пожалуйста, можно и на английском говорить. Вот. Ну и я передаю слово Галине Борисовне, которая вот тоже нашла время, приехала к нам и поздравит нас от имени ректората и от академии в целом. Спасибо большое. Спасибо, уважаемые коллеги, уважаемые гости, дорогие наши студенты, от лица ректората Российской международной академии туризма. Рада вас приветствовать на знаменательном событии, которое сейчас происходит в нашем московском филиале. Удачи вам, потому что она вам сейчас сопутствует, и в дальнейшем, чтобы это было, потому что на самом деле не в каждом вузе бывают такие встречи, не в каждом вузе есть такие клубы, поэтому вам очень повезло, и пусть это везение продолжается. Удачи вам в работе, в обучении, и в дальнейшем устроить свою карьеру таким образом, чтобы встречи с послами были у вас частыми. Удачи вам! Наша долгожданная встреча. Мы приглашаем выступить с лекцией господина посла Филиппа Мамнона. И, пожалуйста, лекция будет на английском языке. Если будут вопросы, пожалуйста, потом готовьтесь. И дальше у нас пойдет рабочий порядок. Господин директор, дорогие друзья, спасибо за приглашение. Извините, что я еще не говорю по-русски. Я попробую два слова говорить по-русски. Это знак дружбы между Ирландией и Россией. Это встреча. Знак дружбы. Это год, важный год для отношений между Ирландией и Россией, потому что мы обожаем визита президента Ирландии и тоже визита министра иностранных дел в Москву. И будет тоже важный футбольный матч в октябре. Мы надеемся, что много туристов пойдет. Спасибо. Моя коллега переводит. Мы надеемся,
надеемся, что много туристов пойдет из Ирландии в Россию, тоже из России в Ирландию. И сейчас я говорю по-английски. So I'm going to. I think I can make a better impression if I speak in English. Maybe you could I will. Я произведу на вас лучшее впечатление, если я говорю по-английски. I just make a few points about Ireland because I hope there will be questions. Ну, я скажу несколько слов об Ирландии и надеюсь, что потом задается ваш вопрос. I'm very glad that you have the European flag between the Irish flag and the Russian flag. Ну, я очень рад, что здесь я вижу флаг Европейского Союза, ирландский флаг и российский флаг. We have been a member of the European Union since 1973. Мы члены Европейского Союза с 1973 года. I think you could say we're a thoughtful member of the European Union. Такие очень серьезно относимся к членству нашего Европейского Союза. We've had many referendums, У нас очень много референдумов прошло по этому вопросу. and we are aware of a wider Europe beyond the European Union. Ну и, конечно же, мы всегда помним, что помимо Европейского Союза есть еще более большая Европа. In 2012, Ireland will be the chairman of the organization called the OSCE. В 2012 году Ирландия будет председательствовать ОБСЕ, Of which Russia is a very important member. Россия является очень важным членом этой организации безопасности и сотрудничества. So that should bring us closer to Russia. И вот это, конечно, послужит нашему сближению с Россией. I think another point I would make about Ireland is that in the last 10 years or so, we've had a very successful peace effort in Northern Ireland. Ну, конечно, должен сказать, что где-то в последние 10 лет очень успешными оказались наши усилия по мирному урегулированию Северной Ирландии. There was a very difficult conflict, as you may know. Ну, вы, конечно, знаете, там очень такой сложный конфликт. And a symbol of the change is that George Mitchell, who was the American envoy in the Northern Ireland situation, has now been sent to the Middle East. Ну и вот символ происходящих перемен представляет тот факт, что Джордж Митчелл, это посланник Соединенных Штатов, который участвует в процессе, он сейчас занимается вопросом разрешения. I think another point I would make about Ireland is the importance of culture. Ну и, конечно, я хотела бы остановиться на важности культуры. We're a small country, but in the field of literature, we are a superpower. Ну, хоть мы и маленькая страна, но что касается литературы, здесь поистине держава. And that is one of the things that for 200 years has brought Irish people into close contact with Russia. И благодаря этому за последние 200 лет у нас идет процесс сближения с Россией. All the people in Ireland who work in the area of music or painting or literature, they're always interested in Russia. Ну и все, кто работает в Ирландии в области музыки, художественного, экспозиционного искусства, литературы, все, конечно, интересуются Россией. I found that many people in Russia know a song called Вечерний звон. Вот я знаю, что очень многие в России знают песню,
The Cherny's Bone is actually an Irish song, and Но it was translated. So, на самом деле «Вечерний звон» — это ирландская песня, которая была переведена на русский язык. so that song itself is a sign of this cultural contact between Ireland and Russia. Ну и вот эта песня, она как может представлять из себя как раз такой знак, как осуществляются культурные контакты между Ирландией и Россией. And I think I would make one other basic point about Ireland, which is that we have a very modern economy. Ну и хотела бы еще обозначить еще очень важную тему, говоря об Ирландии. Это нельзя не сказать о том, что в Ирландии очень современная экономика. Our exports are 80% of GDP. Наш экспорт составляет 80% нашего ВВП. And the exports are in very modern things like information technology and medical products. И предметы экспорта составляют информационные технологии и Everyone is talking about the economy in every country in Europe today. Ну, все говорят сейчас об экономике. В любой стране, Европа очень вообще актуальная тема. And Ireland has been one of the most determined countries to face the financial crisis. И Ирландия как раз является одной из стран, от которой потребовалось очень внимательное и серьезное отношение. I mentioned three things that have happened in the last year. Ну вот я упомяну, может, три вещи, что случилось в этом последний год. One is that all the salaries of us public servants have been reduced, and all costs in the economy have come down. So the cost of living in Ireland has actually come down by 4% in the last year. Ну, во-первых, то, что зарплаты государственных служащих были уменьшены, и вообще стоимость жизни стала меньше на 4%. And the second thing is that the state, the government, has taken over much of the banking system. И второй важный момент, что государство взяло на себя обязательства определенных банков, которые проблемы. And the third thing is that we've introduced very strong new ideas for regulation of companies, regulation of banks. И третий фактор состоит в том, что мы ввели, здесь очень такие серьезные правила в отношении ограничивающие деятельность компаний и банков, стимулирования компаний и банков. So we think that in the next year we will again have this rate of growth which was typical of Ireland up to the financial crisis. И мы надеемся, что на следующий год у нас будет уже экономический рост. Надеемся, что опять процесс, который мы наблюдали до экономического кризиса. And so I would say in all of this, if you look at our profile, tourism is very important. It fits in with our general willingness and interest in meeting people, and it also fits in with our economy and our culture. Ну и как бы в этом контексте, конечно, туризм играет очень большую роль, очень важную роль для нас. Как бы естественно для нас в связи с такой нашей открытостью, желанием встречаться с людьми, и играет очень важную роль вообще для нас в странах. Traveling, either Irish people going to work abroad or going on holidays,
or people coming from abroad to live in Ireland or on holidays, this exchange is really fundamental to our country. Ну и вот эти вот взаимные поездки, взаимные путешествия, там с различными целями, то это на работу или там отпуск, они, в общем, этот взаимный обмен, он является для нас основополагающим. So, I don't know how Yelena Borisovna wants to organize this meeting, but I'm very happy to answer questions if that's a good idea. Ну и, как я не знаю, как дальше хотим. Я буду рада ответить на вопросы. Значит, а сейчас я надеюсь, конечно, после такой яркой информации, и надеюсь, у вас появились вопросы. И если есть, пожалуйста, можно на русском, можно на английском. Да, что-нибудь. Добрый день, спасибо. Скажите, пожалуйста, что, по вашему мнению, может способствовать развитию ирландской культуры? Нет, ирландской. There are many different elements in the cultural contacts with Russia. Ну, здесь много различных элементов есть в наших культурных контактах с Россией. I found in Moscow and St. Petersburg and also in other parts of Russia, there are very strong Irish dancing schools. Ну вот я уже успел заметить, что и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других регионах очень большой интерес к ирландским танцам, есть школы ирландских танцев. There's also a very strong interest in traditional music from Ireland. Очень большой интерес к традиционной музыке ирландской. And there are a number of Russian groups that play Irish music. И много различных групп в России, которые играют исполнительную ирландскую музыку. And there's one that I know in particular is the one with Natasha O'Shea. Mezzo, that's right. I'm listening to their music. Thank you. But then that is very interesting to me because that's very modern in style. It's like a number of groups in Ireland which are doing new music but with traditional elements. Ну вот это как раз она представляет интерес, потому что представляет такое очень новое направление, современную музыку, современное исполнение, основанное на традиционной ирландской. And then there's the whole field of literature. Ну и, конечно, целая очень большая область литературы. I went to a wonderful event last December, which was a number of schools here in Moscow which performed pieces from Irish theatre. Было такое замечательное, очень интересное мероприятие в декабре. Несколько школ делали постановки по пьесам ирландского театра. And we're also working on an anthology of Irish poetry translated into Russian, which might be suitable for schools. И мы также работаем над выпуском сборника антологии ирландской поэзии на русском языке. And then a very important thing, and which I find very touching, is the celebration of St. Patrick's Day in Russia. И, конечно, очень важно для нас и для просто очень трогательный для нас факт, что здесь, в России, празднуют День Святого Патрика. And then in many universities, such as here in your institutions, there are Irish clubs or Irish studies. И, конечно, во многих университетах, так же как в вашем университете, есть ирландские центры изучения поэзии. And there are many other things. There's the composer John Field, Можно упомянуть, конечно, очень много других вещей, например, композитор Джон Хилл, who lived in Moscow and St. Petersburg and influenced
many important figures in music in Russia. Он жил в Москве и в Санкт-Петербурге и оказал очень большое влияние на деятелей, музыкальных деятелей в России. And this year, for the first time at Maslenitsa, we had a Russian festival in Dublin. В этом году первый раз мы провели фестиваль Масленицы. And then we have some connections of a humanitarian character. У нас есть и различные осуществляются гуманитарные связи. There are many Orthodox parishes, Russian Orthodox parishes in Ireland, 5, I think. Где-то порядка 5 приходов православных в Ирландии. And yesterday I was in Bryansk and I attended the Poslednya Zvanach in this Детский dom in Bryansk, and there were Irish people there who they have a relationship with the town and oblast of Bryansk, and they bring gifts for the children in these homes. И вот буквально вчера я был в Брянске и присутствовала на церемонии последнего звонка для стихов. Церемонии проходила в детском доме, и там присутствовало очень много ирландцев, которые поддерживают естественные связи с Брянском и привезли с собой очень много подарков. And we have another idea, the main morning news program on the Irish radio, which everybody listens to. We have the idea that for 1 week they would come and broadcast from Moscow, so that the morning news on the Irish radio would come from Moscow for 1 week. И у нас есть такая основная информационная программа на ирландском радио. Мы планируем, что так, чтобы они приехали на одну неделю и вещали из Москвы. And this is because the people in the program just love the idea of coming to Russia. It's a personal thing. Все это из-за того, что людям очень нравится вообще сама идея сделать такую программу из России. So I think, to tell the truth, we're such a small embassy. It's almost impossible for us to keep up with all the ideas that keep coming. Ну, как бы, если честно вам сказать, посольство Ирландии очень маленькое, и физически нам очень сложно следить за всеми событиями, которые происходят. But definitely there's a real friendship and a real understanding there. Но действительно, между нами есть действительно очень хорошая дружба и понимание. Еще есть вопрос? Здравствуйте. Как вы считаете, какие русские авторы наиболее популярны в Ирландии? Well, I think I'm just trying to think back to when I was a student. I think Tolstoy is recognized. You know, Tolstoy is like a monument in the landscape. Ну, я пытаюсь вспомнить свои студенческие годы, наверное, конечно, Толстой, потому что это, конечно, моментально. And then it depends on how much people know. You know? Оно, конечно, зависит от того, вообще, сколько людей знают. I think that people who are interested in literature are more and more interested in Akhmatova. Ну, может быть, те, кто вообще интересуется литературой, конечно, интересует творчество Ахматова. And the most famous playwright in Ireland, Brian Friel, he's coming to Moscow in June, and he wants to see some Chekhov plays. Очень известный популярный драматург в Ирландии Брайан Фрил, он приедет в Россию в июне и будет участвовать в чеховских фестивалях. It's a very good question. I think everyone in Ireland knows, they know instinctively that Russia is really central as a source of literature. Хороший вопрос. Я думаю, что в Ирландии
понимают, что, конечно, Россия очень важная страна для литературы мира, там, источник, центр. But I think that the actual study of literature, it takes so much time. Вообще изучение литературы, это, конечно, процесс, который занимает очень много времени. I think there's 20 people who have seen the film version of Dr. Zhivago, for every one person who has read Bulgakov. Может быть, если можно привести такое соотношение, 20 смотрел Доктор Живаго, и каждый пятый Булгаков. Еще есть вопросы? Если вы знаете какие-нибудь организации, которые занимаются изучением культуры России? There are some organizations, but they're not for the moment very strong. Ну, есть некоторые организации, но деятельность достаточно занята. In recent years, people are beginning to understand that the Russian language is actually our second language. This is really an amazing discovery. We have a language, our own national language, Gaelic or Irish, which people know, but they don't speak very well. The Gaelic language, most people know the Irish language to some extent. Ну, то есть в Ирландии, как бы, ирландский язык второй язык, несмотря на то, что некоторые, немногие его знают, понимают ирландский язык. And then, in recent years, people began to think that because we had so many workers coming from Poland, that Poland might be overtaking Irish as the second language. Ну и в последние годы очень много приезжает на работу в Ирландию людей из Польши, и вот появилось такое опасение, что польский язык как бы вытеснит ирландский и займет так второе место для So just now in recent years, it's becoming clear that Russian is actually the language most spoken after English. Но даже вот в последнее время становится все более и более понятно, что это уже не польский, а русский язык. Because we have people from Russia, Lithuania, Latvia, Poland, Uzbekistan, who all speak Russian. Ну, то есть все, кто приезжает из России, из Польши, из Узбекистана, из Латвии, из Литвы, они говорят на русском языке. 15% of the population in Ireland were born outside the country. То есть 15% населения Ирландии, которые сейчас, да, живут в Ирландии, людей, родились за пределами. And in that group, Russian language is now the most important language. And we have 2 Russian language newspapers. И вот в этой группе русский язык, он самый распространенный. Даже есть 2 газеты русскоязычные. But the sector of Russian culture in Ireland is not very strongly organized. Ну, конечно, сектор русской культуры, он не очень хорошо организован. The Russian embassy is beginning to do things now. Ну и посольство России, конечно, стало работать. Есть еще вопросы? Скажите, пожалуйста, как вы считаете, какие черты характера похожи у ирландцев и у русских? Well, I've often thought I should sit down and think about this. Но я часто думаю, что надо лучше хорошо подумать над этим вопросом. I have personal opinions. У меня есть собственное мнение, личное мнение. One thing is that it comes back to the writers, that when Russian people get into really big problems, they come back to their religious roots. Ну, вот я заметила, может быть, это здесь некоторая связь с писателями,
когда русский человек попадает в сложные обстоятельства, он как бы обращается к своим религиозным. Dostoevsky or Bulgakov or Akhmatova or many other Russian writers, they are even not from the Christian tradition, but Grosman or Solzhenitsyn from the Christian tradition, they come back to a religious picture of the world. Ну, вот если можно назвать таких авторов, как Достоевский, Булгаков, Ахматова, Гросман, Солженицын, то есть они в итоге обращаются к таким духовным источникам. In Ireland it's the same, I think. Но я думаю, что то же самое можно сказать и о том, что в Ирландии. Except that in Ireland there's more sort of cynicism. How do you about religion? Ну, здесь, то же самое происходит в Ирландии, но за исключением того, что в Ирландии сейчас больше цинизма наблюдать по отношению к People are always conscious of the religious background. So in Ireland, the Irish writers are always conscious of the religious background. Как бы всегда в Ирландии очень важно религиозное происхождение человека и принадлежность. And I think that that's speaking about the level of high culture. Ну, это как уже материя. But it's also true at the level of everyday life. Но на бытовом уровне тоже заметно. But when I was in Bryansk on Monday night, I was in an apartment which is for children from the Детский дом who are going into further education, and they have nowhere to live. And this Irish group pay for apartments around the city of Bryansk to help those children have a better start. Я был в Брянске в понедельник, посетила квартиру, где живут уже выпускники детского дома, которые дальше продолжают свое обучение. И ирландская организация, она сняла для них квартиру, где они сейчас живут самостоятельно, чтобы оказать помощь там дальше. These Irish people who come to Bryansk to do this, business people, they don't think that it has a religious connection. They don't think they come to Bryansk and they do this using some of their holidays to help these young people. Ну и вот те деловые люди, да, ирландские, которые участвуют, оказывают помощь детям из Брянска, то есть они как-то не связаны с такими вопросами. They don't think it's a religious question. They don't think it is. But I would say to myself, why would people think it natural to do that? Но, конечно, вопрос возникает, я бы задал, да, почему люди так относятся к этому, почему они считают, что это естественно для них ехать и оказывать такую помощь. So I think that for me, the big similarity between Russia and Ireland, which makes us different from many countries in Western Europe, is that these sources of action are still more traditional. That's hard to express. Ну и поэтому вот, если говорить о том, что нас объединяет, очень похоже ирландское и русские, и что в свою очередь, наверное, нас отличает от остальных европейцев, это как раз вот мотивация, источник наших действий. Or maybe one last effort to explain. I mean, if you take music, people in Russia still sing themselves. Ну, если мы возьмем музыку, то есть русские, And Russia, in Russia, people sing. People sing. It's not just about downloading, ABBA. I have nothing against ABBA. Просто там скачивают какую-то музыку, But people actually sing. то есть они сами поют. And it's
also true in Ireland. The То people есть в say, России, in Ireland and in Голландии Russia. то же самое. В России. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, насколько Ирландия популярна среди российских туристов и насколько она популярна как страна, в которую приезжает изучать английский язык? Well, as regards study, it's getting more popular. Что касается обучения, то все больше популярности пользуется. We have some hundreds of Russian students in Ireland at any one moment. То есть буквально сотни студентов из России и Голландии. And we hope to have more. Мы надеемся, что еще больше приедут. As regards tourism, I hear figures for how many Russian people go, say, to Turkey or to Egypt. Ну, что касается туризма, я слышу, называю цифры, сколько российских туристов едут в Турцию, Египет. And so the number coming to Ireland is really tiny by comparison. Ну, конечно, в сравнении вот с этими числами, количество туристов из России, в Ирландии, он, конечно, гораздо меньше. And we in the embassy, we're always talking to Tourism Ireland, which is the organization responsible for promoting tourism. And we say, why don't you come and advertise in Russia? Ну и вот мы в посольстве очень часто общаемся с нашим ирландским советом по туризму, который называется Tourism Ireland, и говорим, почему вам еще приехать и рассказать о возможностях в плане туризма. I think there is great potential. Я думаю, что здесь очень большие возможности, очень большой потенциал. It's a particular kind of tourism. You know, it could be companies coming to hold conferences, or golf, or fishing, or people interested in music. Ну, здесь можно о разных говорить видах туризма. Могут быть представители компаний, какие-то, которые могут приехать для участия в конференции, например, туристы, поиграть в гольф и ловить рыбу. Здесь различные возможности существуют. And it's easier than people think. И это на самом деле гораздо проще, чем обычно придумать. For the moment, there are only a few direct flights. Ну вот сейчас очень много прямых полетов, But there are many, many connections. рейсов, но очень много там возможностей стыковки. From London, Paris, Amsterdam, Frankfurt, Copenhagen, and so on. And visas are easy, contrary to what people sometimes think. И получение визы тоже сложно совсем. Немножко противоречит тому, что там очень слышно. So I hope we will have much more. Так что я надеюсь, что And also there's the potential, Irish people travel a lot, although we're a small country, people travel a huge amount. ну, ирландцы тоже очень много путешествуют, хотя страна небольшая, но очень много путешествуют. And there is scope. I know Irish people will come to Moscow or St. Petersburg or other parts of Russia if it was advertised more. И я думаю, что на самом деле в Москву, Санкт-Петербург приехало гораздо больше людей из Ирландии, And I'll just make one other point which is very important in the tourism industry. It's the exchange rate of the euro. Ну и очень важный здесь момент для индустрии туризма – это курс евро. And at the moment the exchange rate has come down a lot, so it's cheaper to go to Ireland than it was last year or 2 years ago. Ну и сейчас он сильно упал, поэтому, конечно, сейчас дешевле гораздо в Ирландии. Есть еще вопросы? Да. Вы говорили, что русский язык переводит на второе место в Ирландии. И вот сами приветствую по-русски. Скажите, пожалуйста, как вы находите русский язык? Сложно ли вам для обучения?
Well, I have lived in Finland, Я живу в Финляндии. and I tried to learn Finnish. Пытался изучить финский. And after Finnish, Russian is really... Ну и после финского языка русский. And also, I feel that it's easy to be enthusiastic about learning Russian. Ну и думаю, что очень легко с энтузиазмом относиться к этому процессу изучения. Because Russian culture is so interesting. Потому что культура России очень интересна. And there are so many beautiful writings in Russian. И очень много произведений на русском языке. I would also say that Russian people are not snobs about their language. Ну и, как я говорю, русские не снобы. So that anybody is allowed to practice Russian without feeling, you don't feel terrible if you make mistakes. То есть все дают русские возможности практиковаться в русском языке и делают, не заставляют человека чувствовать себя плохо, если делают какие-то ошибки. So maybe next year I can come and speak to you in Russian. Я наверное, смогу еще раз прийти к вам и побывать по-русски. Спасибо большое. Большое спасибо, господин. Сейчас самое время. У нас программа достаточно емкая, но она не будет длительной. И еще несколько презентаций, но они будут коротенькие. Сейчас мы предоставим слово директору Ирландского культурного клуба Илоне Кулашвари, который расскажет, что сделано за 3 года и что такое ирландская культура, какая работа ведется в нашей стране для того, чтобы мы могли ее изучить и могли понять и проникнуться вот этими прекрасными идеями, которые есть в культуре такой страны, как наша. Еще раз всем добрый день. Ну, стоит сказать, что наш ирландский культурный клуб создан по инициативе студентов ФРМА при кафедре регионоведения и романа германских языков 3 года тому назад. Ирландский культурный клуб – это программа дополнительного образования, а также научное студенческое общество. В своей деятельности Ирландский культурный клуб выделяет такие задачи, как формирование личностных качеств, таких как коммуникабельность, культура общения, толерантность, целеустремленность, умение работать в коллективе, ответственность, самостоятельность и, конечно, творческая активность. Также мы уделяем большое внимание формированию положительного отношения к иностранному языку и культуре того народа, который говорит на этом языке. Развитие стремления к взаимопониманию людей разных сообществ, толерантных отношений к проявлению иной культуры. Ну и за время существования нашего клуба проведены открытые семинары по кельтской, ирландской музыке, кельтской мифологии, древней литературе, фольклору, танцам и религии. Организован просмотр ряда научных и художественных фильмов, посвященных проблемам кельтологии и ирландистики. Члены Ирландского культурного клуба приняли участие в работе 2-го и 3-го фестиваля ирландского кино в Москве. Проведены открытые показы ирландских фильмов «Ромаас». Члены клуба стали постоянными участниками празднования Дня Святого Патрика в Москве. Проведен ряд конкурсов на подведение итогов, в которых присутствовали первые лица посольства Ирландии. Принято участие в подготовке организации международной студенческой конференции, которая прошла в 2009 году и была посвящена вопросам сохранения национальной культуры в условиях глобализации. Также посвящен ряд мероприятий, посвященных ирландской культуре. Ну и, собственно, в чем заключается наша научная работа. Многими членами Ирландского культурного клуба написан ряд публицистических статей. И вся деятельность Ирландского культурного клуба у нас связана с изучением ирландского культурного наследия. Ну и сегодня, конечно же, говоря о культурном наследии, мы, безусловно, должны представлять себе ту роль, которую играет ирландское культурное наследие каждой страны в интеграционных процессах современной глобализации. Знание о роли, месте и значении той или иной культуры в становлении и развитии мировой цивилизации является ключевым для понимания тех внутренних и социокультурных процессов и кризисных явлений, с которыми сталкивается и еще может столкнуться современное общество. Учитывая все кризисные явления в социокультурной и этнопсихологической сферах современной Европы, обращение к культурному наследию Ирландии может стать первым и важнейшим шагом
пониманию и разрешению насущных проблем. Обладает исключительной уникальностью, каждая культура, тем не менее, несет в себе следы общения с иными культурами. В исторической логике развития мировых культур и цивилизаций ученым известен тот факт, что национальным местным культурам свойственно с течением времени объединяться, разрастаться, эволюционировать, тем самым образуя цивилизацию, охватывающую собой многие пространства и народы. Однако, к сожалению, сейчас все чаще забывается тот удивительный факт, что европейская цивилизация образовалась немного иным, нежели это свойственно традиционным способом. В результате так называемого распада кельтской культуры кельтского народа, элементы которой послужили основой ее становления и развития. Безусловно, потом были века расцвета греческой и римской культур, внесших неоценимый вклад в формирование культурного облика современной Европы, но до сих пор этот список считается неполным из упоминания о варварской культуре. Не секрет, что основой любой культуры и цивилизации является религия и тот мифопоэтический культурный код, который выстраивается религиозной грамматикой, отраженной в языке. Поэтому именно обращение к ирландскому культурному наследию сегодня может послужить незаменимым опытом в дальнейшем, потому что история сама показывает нам пути поиска решения всех имеющихся вопросов и проблем. Так, именно кельтская религия и кельтский мифопоэтический культурный код лег в основу большинства европейских народов, из которого на основе которого впоследствии каждый народ формировал свою уникальную неповторимую культуру. Так, именно христианские ирландские монахи-миссионеры, принесшие свет христианства в Европу, стали не только первыми непревзойденными переводчиками и комментаторами основных религиозных текстов, но и авторами первых грамматик и основателями первых школ. Ирландская мысль, ставшая впоследствии и сохранившая впоследствии в неизменном виде унаследованную никейскую традицию, снова вернулась в Европу на заре X веков и послужила той исторической формирующей силой, благодаря которой мы можем говорить о развитии и становлении современной европейской цивилизации. Ирландская культура, будучи прямой наследницей кельтской, сохранила в себе в неизменном виде уникальные традиции и донесла до настоящего времени ту информацию, изучение которой сейчас может стать спасительным для мирового сообщества в вопросах, связанных с пониманием и разрешением причин основных кризисных проблем, вопросов, которые мы сейчас имеем. Ирландское культурное наследие – богатейший и поистине неисчерпаемый материал не только для науки, но и других сфер человеческой жизни. Обращение к примеру Ирландии в вопросах сохранения и развития национальной культуры может стать спасительным для Европы, а обращение к ирландскому культурному наследию – ключевым для понимания и решения множества задач, корни которых кроются в глубинах культурных истоков и культурных кодов. Тот уникальный культурный и исторический опыт, что накопила Ирландия за всю свою историю, неоценимый материал, которому должно уделяться особое внимание в современном образовании. К сожалению, в настоящее время, когда любая информация ставится на поток, а главным ее источником становится масс-медиа, истинное значение понимания культурного наследия народа утрачивается. Само священное понятие наследного прошлого заменяется рекламной системой узнаваемых брендов, что несовместимо с пониманием самого понятия культурного наследия, так же, как питейный этикет с богословской традицией. Культурное наследие Ирландии живет в настоящем, потому как прошлое для ирландцев всегда живо. То, что было вчера, является гордостью для ирландцев сегодня. То, что, как бережно ирландцы на протяжении всей истории почитают и охраняют свое культурное наследие, пример достойный для подражания каждой страны, уважающей свою историю и культуру. Однако, обращаясь к изучению культурного наследия Ирландии, расширяя свои жизненные взгляды, мы не только способствуем сохранению той культуры, что изучаем, но и встаем на долгий и тяжелый путь борьбы с уничтожением своей культуры и культуры как понятия вообще. Встаем на путь борьбы с вездесущей дезинформацией и системой распределенных брендов, выдаваемых современному мировому сообществу за культуру и подлинное культурное наследие. Поэтому, даже обращаясь к изучению национальных культур, мы должны быть осторожны и должны помнить о той важной миссии, которую берем на себя. Миссию по сохранению и развитию культуры. И то, что мы беремся изучать, и то наследие, которое мы являемся сами. Исследовательская мысль, во многом загубленная современным состоянием системы образования, активное разностороннее развитие науки – вот что нужно современному мировому сообществу для поиска путей разрешения актуальных проблем. Именно такой ответственный подход должны выбрать те, кто взялся за изучение культурного наследия, как самого ценного из того, что накопило мировое сообщество за всю свою историю. Культура живет в сердце человека. Именно в нем прошлое встречается с настоящим и обретает плоть и кровь. Поэтому сохранение культуры возможно только в ее развитии. Бережно сохраняя и уважая старые традиции,
мы можем обращаться к новому, изменять мир к лучшему. Конечно, одного изучения культурного наследия для этого недостаточно. Для этого требуется мощная политическая, экономическая поддержка. Но тех, кому действительно важно сохранить мировое культурное наследие и культуру своей страны, это не должно останавливать. Ирландская культура в свое время послужила становлению и формированию европейской цивилизации. Это стало возможным только в результате того, как на протяжении многих веков, несмотря ни на что, ирландский народ охранял и развивал свою культуру. Сейчас Ирландия вместе со всеми переживает много кризисных ситуаций, во многом обусловленных положением дел в Европе, во многом обусловленных развитием своей истории. Но тем не менее, Ирландии уже намечен тот спасительный путь, по которому она движется. Путь сохранения и развития своей культуры. Культура – единственная сила в мире, которая не подвластна никаким внешним законам, но которая подчиняет и созидает все. Развивая свою культуру, мы продолжаем нести гордое звание человека. Мы развиваемся сами, мы растем над собой. Развивая свою культуру, каждый человек творит свою свободу. Поэтому только в своей культуре человек подлинно свободен. И только для культуры, как для формирующей и созидающей силы, нет никаких законов и невозможно никакие ограничения и запреты. Ирландия и ее культурное наследие ярчайший для нас тому пример. Много горести выпало на долю Ирландии, но во всех своих бедах она сохранила самое главное – свою культуру. Ирландский язык еще звучит над холмами и равнинами Ирландии, и, несмотря ни на что, продолжает биться ирландское будущее сердце. Я думаю, настолько это такая высокая нота требует хорошей удачи в продолжении. А продолжение может быть только также сердечной, искренней, с любящими сердцами подготовленной презентации членов клуба, Ирландского культурного клуба. Я очень прошу. Наследие Ирландии сегодня у нас. Good afternoon. Today my colleague and I will tell you about a beautiful country with a rich heritage. We will talk about Ireland. The list of objects of the World Heritage of UNESCO of Ireland includes two objects. The complex on the River Boyne, which is actively investigated by scientists, consists of several objects. Trinity College in Dublin was founded in 1592 by letters patent from Queen Elizabeth I, the mother of the university, and is the only constitute college of the University of Dublin. It's Ireland's oldest university. The Library of Trinity College is the largest research library in Ireland. The library contains 500,000 printed maps, the largest collection of cartographic materials in Ireland. The Book of Kells is by far the library's most famous book and is located in the Old Library. The Book of Kells is the most famous and one of the finest of a group of manuscripts in what is known as the insular style produced from the late 6th through the early 9th centuries in monasteries in Ireland, Scotland and England, and in continental monasteries. The manuscript takes its name from the Abbey of Kells, that was its home for centuries. The library usually displays 2 of the current 4 volumes at a time, one showing a major illustration and the other showing typical text pages. According to a legend, if a sinner looks in these books, he will lose vision. Old-style step dancing, involved in the late 18th and early 19th century from the dancing of the traveling Irish dance masters. The Irish dance masters refined and codified indigenous Irish dance traditions. The Irish dance masters of the period also choreographed particular steps to particular tunes in traditional music, creating the solo set dances, such as the Blackbird, St. Patrick's Day, and the Jump of Johnny Walk, which also persist in modern Irish set dancing. In this context, set dance signifies a separate tradition from the social dance tradition, also called set dance. Thank you. Вторая часть. Modern Irish dance. Modern Irish dance will send infectious beats bounded through your lines. A famous dancer of modern Irish dance is Michael Flaherty.
he is an Irish step dancer who became internationally known through his theater musicals, Riverdance, Lord of the Dance, and Feet of Flames. In Moscow, there are a lot of schools of Irish dance, and everyone can touch the Irish culture. St. Patrick's Day. St. Patrick's Day is celebrated on the 17th of March. His religious feast day and the anniversary of his death in the 5th century. The Irish have observed this day as a religious holiday for over 1,000 years. From the streets of Moscow to the parks of London, celebrations honoring the Irish heritage about St. Patrick's Day. Irish beer. It's now a secret that beer is a centuries-old institution in Ireland. The infamous Irish pubs, found in nearly every urban pocket of the world, are evidence enough to that. There are dozens of breweries throughout Ireland brewing myriad marks, styles, and labels of Irish beer. The various classifications can be mind-boggling. Irish traditional music. Irish folk music dates back thousands of years, but collections only date as far back as the 18th century. It's believed that Irish folk music survived more strongly than that of other European countries, because Ireland wasn't a battlefield during either World War, and because the country's economy is derived mostly from agriculture, in which traditional music thrives. Irish traditional music includes many kinds of songs, including drinking songs, ballads, and laments, sang and accompanied or with accompaniment by a variety of instruments. Traditional dance music includes reels, hornpipes, and jigs. The instruments of Irish music are flute, the bodhrán, the wooden pipes, they are not dissimilar to Scottish bagpipes, the guitar, banjo, accordion, and the human voice, such as a cappella singer. The harp is confined to banquets. На сейчас у нас с вами наша сегодняшняя встреча подходит к концу. И мы хотим подытожить это очень интересное и важное для нас событие, конечно, с добрыми и заслуженными словами. Михаил Андреевич, пожалуйста. Что, уважаемые коллеги, друзья, сегодня у нас получилось такое замечательное мероприятие. Мы его назвали «Круглый стол». Но я бы сказал, что это просто дружеская беседа, в рамках которой господин посол рассказал нам столько много интересного о своей стране. И хоть он сказал, что она маленькая, да, но на самом деле это вот с таким чувством, которое страна относится, ты никогда не скажешь, что это маленькая страна. Что бы я хотел бы добавить? Ирландия давно является членом Европейского сообщества или Европейского союза. И вот в рамках, когда у нас произошла перестройка в России, все мы помним, да, 90-е годы, и вот Европейское сообщество помогало России как можно быстрее перейти на рыночные рельсы. И Ирландия принимала активное участие в этих направлениях. Была такая программа, но сейчас существует программа ТАСИС, в рамках которой осуществлялась подготовка к рассказам, изучение английского. То есть мы буду говорить не только об экономике, да, а о туризме. И как раз в рамках этой программы мы разные направления в этой программе. Ну, одна из программ, которая 3 года проходила. Вот Европейское сообщество выделило большие деньги по тем понятиям, 5 миллионов евро. Для чего? Для того, чтобы изучить этот рынок, наш рынок туристский, подготовить специалистов в рыночной экономике, по туризму как раз. И вот очень много сотрудников и специалистов нашей академии как раз проходили обучение в различных направлениях на этой программе ТАСИС, что, конечно, помогло нам получить международный сертификат, да, получить международный опыт. Поэтому, да, большое спасибо Ирландии, я хотел бы сказать, в лице господина посла, передать большое спасибо за то, что Ирландия являлась одним из активнейших членов в организации этой программы. Я хотел бы подчеркнуть, что эта трехгодичная программа заканчивалась как раз поездкой 20 наших специалистов, ведущих специалистов,
отрасли туризма, преподаватели поехали в Ирландию и практически в течение месяца изучали не только культурный обмен и так далее, да, но именно как раз туризм, изучали туристский рынок, как развивается туристский рынок. Вот поэтому большое спасибо господину послу, поскольку который принимал участие в этих программах, у нас даже экспертных программ, я знаю, что это такое. Вот, от всей души большое спасибо Ирландии, маленькая страна, но вот она вот с таким вот большим чувством и вниманием относится к нам. Ну и что бы хотелось сказать? Что господин посол сказал, что, конечно же, у нас, если посмотреть на цифры Турции, Египта, туристских потоков, да, конечно же, не сравнимо с Ирландией. Но я думаю, что если у нас будут часто такие мероприятия, обмены культурными мероприятиями, да, культуру у нас здесь изучать друг друга, то, конечно же, количество туристских потоков увеличится. Ну, если мы не догоним, конечно, Египет, но, по крайней мере, мы к ним приблизимся, да? Я бы хотел, конечно же, прежде всего от вас, дорогие студенты, поблагодарить господина посла за то, что он нашел в своем очень плотном графике. Мы знаем, что такое работа посла. Очень напряженный график. И вот все-таки он нашел время, приехал к нам, выступил с такой интересной лекцией, сообщением. Я надеюсь, что это будет не последняя наша встреча. Поэтому еще раз давайте поаплодируем. Вот от всей души, да, «Душа Москвы» называется книга, как раз вот это вот то, что наши чувства. Внимательно очень слушали. Спасибо за чудесную подготовку данной встречи. Вы знаете, я пожалела, что я не студентка вашего вуза сейчас. Очень интересно. Я надеюсь, что вот такие встречи продлятся. Мы уже говорили, что у нас 25 филиалов. И если будет таковая возможность, вы посетите и головной вуз на Спутник, который находится, и наши филиалы, которые находятся на территории России. Ребята, вам здорово повезло. Продолжайте заниматься этим просто замечательным, я считаю, интереснейшим действием. И удачи вам. Спасибо большое. Этой встречи мы ждали давно, потому что у нас уже налажены связи с ирландским посольством и теми вопросами, которые занимает Ирландский культурный клуб, мы обязаны большой помощи и благодарности нашему другу, гостю, господину Филиппу Макдоналду. Вы, наверное, помните, что мы уже проводили целый ряд мероприятий, посвященных Ирландии. И вот сегодня для нас большая честь, когда мы сможем послушать выступление нашего гостя, посла Ирландии Филиппа Макдоналда, о связях Ирландии и России. И поэтому лекция, которая сейчас состоится, она будет чрезвычайно интересной и, безусловно, полезной. По плану мероприятия, которое мы проводим сегодня, мы его назвали «Круглый стол», потому что это не только лекция, это интересные презентации и, конечно же, ваши вопросы, конечно же, ответы нашего уважаемого коллеги. Значит, у нас с вами, как всегда, наш самый замечательный человек этого огромного филиала, это наш известный нам Морозов Михаил Анатольевич. Представляю Михаилу Анатольевичу, который скажет, что у нас еще в гостях есть наш замечательный профессор Галина Борисовна Литовченко. Уважаемые друзья, сегодня, как сказала, что у нас замечательный день, да?
Первый раз в гости приехал посол Ирландии. Это для нас очень такое значимое событие и приятное, поскольку послы не каждый день приезжают, да, в институты. Вот, а у нас, в общем-то, достаточно, как сказать, часто бывает. Правда, господин посол первый раз к нам приехал, но мы уже с ним разговаривали и надеемся, что и он уже подтвердил, что теперь будут у нас часто гости. И я думаю, что это будет на пользу нам всем, поскольку мы вспоминаем, всегда помним, что наша академия, как называется, российская, международная, да? Как мы всегда говорим, что международная составляющая, мы всегда обращаем большое внимание. Я надеюсь, что вот это как раз мероприятия, вот такие мероприятия помогут нам в дальнейшем не просто расширять свой кругозор, получать какие-то дополнительные знания, да? Приобретать друзей, но и, в общем-то, конечно, повышать ваш уровень, вот, как вы всегда говорите, нашей конкурентоспособности, нашей академии или вас на рынке образовательных услуг. Тогда мы такое. Ну, я бы сказал, что у нас встреча приурочена 3 года нашему клубу. Спасибо за инициативу, которую проводит кафедра и вот, президент нашего клуба, который занимается этими вопросами. Вот. Но я надеюсь, что это будет полезное мероприятие, встречи, и у нас будет очень много друзей или вас, которые будут ходить по сотрудничеству. Дай Богу, сколько вы сейчас работаете? Более 20. Ну, я думаю, что теперь 30, 40 и так далее, так далее, так далее. Вот. Ну, большое спасибо, что вы тоже к нам пришли послушать, да, вы приняли участие в этом мероприятии в круглом столе. Я надеюсь, что пройдет это конструктивно и плодотворно. Пожалуйста, готовьте вопросы. Можно на английском, можно на русском, как-то. Ну, есть у нас переводчик официальный мероприятие, значит, можно говорить и на русском языке, переводчик у нас переведет все это дело. Вот. Ну, если кто-то захочет показать свои знания языка, пожалуйста, можно и на английском сказать. Вот. Ну и я передаю слово Галине Борисовне, которая вот тоже нашла время, приехала к нам и поздравит нас от имени ректората и от академии в целом. Спасибо большое. Спасибо, уважаемые коллеги, уважаемые гости, дорогие наши студенты. От лица ректората Российской международной академии туризма рада вас приветствовать на знаменательном событии, которое сейчас происходит в нашем московском филиале. Удачи вам, потому что она вам сейчас сопутствует, и в дальнейшем, чтобы это было, потому что на самом деле не в каждом вузе бывают такие встречи, не в каждом вузе есть такие клубы, поэтому вам очень повезло, и пусть это везение продолжается. Удачи вам в работе, в учении, и в дальнейшем устроить свою карьеру таким образом, чтобы встречи с послами были у вас частыми. Удачи вам! Наша долгожданная встреча. Мы приглашаем выступить с лекцией господина посла Филиппа Мамнона. И, пожалуйста, лекция будет на английском языке. Если будут вопросы, пожалуйста, потом готовьтесь. И дальше у нас пойдет рабочий порядок. Господин директор, дорогие друзья, спасибо за приглашение. Извините, что я еще не говорю по-русски. Я попробую два слова говорить по-русски. Это знак дружбы между Ирландией и Россией. Это встреча. Знак дружбы. Это год, важный год для отношений между Ирландией и Россией, потому что мы обожаем визита президента Ирландии и тоже визита министра иностранных дел в Москву.
и будет тоже важный футбольный матч в октябре. Мы надеемся, что много туристов пойдет. Спасибо. Моя коллега переводит. Мы надеемся, что много туристов пойдет из Ирландии в Россию, тоже из России в Ирландию. И сейчас я говорю по-английски. So I'm going to. I think I can make a better impression if I speak in English. Maybe you could I will. Я произведу на вас лучшее впечатление, если я говорю по-английски. I just make a few points about Ireland because I hope there will be questions. Я скажу несколько слов о Ирландии и надеюсь, что потом останется ваш вопрос. I'm very glad that you have the European flag between the Irish flag and the Russian flag. Я очень рад, что здесь я вижу флаг Европейского Союза, ирландский флаг и российский флаг. We have been a member of the European Union since 1973. Мы члены Европейского Союза с 1973 года. I think you could say we're a thoughtful member of the European Union. Такие очень серьезно относимся к членству нашего Европейского Союза. We've had many referendums. У нас очень много референдумов прошло по этому вопросу. And we are aware of a wider Europe beyond the European Union. Ну и, конечно же, мы всегда помним, что помимо Европейского Союза есть еще более большая Европа. In 2012, Ireland will be the chairman of the organization called the OSCE. В 2012 году Ирландия будет председательствовать ОБСЕ. Of which Russia is a very important member. Россия является очень важным членом этой организации безопасности и сотрудничества. So that should bring us closer to Russia. И вот это, конечно, послужит нашему сближению с Россией. I think another point I would make about Ireland is that in the last 10 years or so, we've had a very successful peace effort in Northern Ireland. Ну, конечно, должен сказать, что где-то в последние 10 лет очень успешными оказались наши усилия по мирному урегулированию Северной Ирландии. There was a very difficult conflict, as you may know. Ну, вы, конечно, знаете, там очень такой сложный конфликт. And a symbol of the change is that George Mitchell, who was the American envoy in the Northern Ireland situation, has now been sent to the Middle East. Ну и вот символ происходящих перемен представляет тот факт, что Джордж Митчелл, это посланник Соединенных Штатов, который участвует в процессе, он сейчас занимается вопросом разрешения. I think another point I would make about Ireland is the importance of culture. Ну и, конечно, я хотела бы остановиться на важности культуры. We're a small country, but in the field of literature, we are a superpower. Ну, хоть мы и маленькая страна, но можно касаться литературы, And that is one of the things that for 200 years has brought Irish people into close contact with Russia. И благодаря этому в последние 200 лет у нас
Ireland to work in the area of music or painting or literature. They're always interested in Russia. Ну и все, кто работает в Ирландии в области музыки, художественного, изобразительного искусства, литературы, все, конечно, интересуются Россией. I found that many people in Russia know a song called Вечерний звон. Вот я знаю, что очень многие в России знают песню «Вечерний звон». Вечерний звон is actually an Irish song, and it was translated. So, на самом деле «Вечерний звон» — это ирландская песня, которая была переведена на русский язык. so that song itself is a sign of this cultural contact between Ireland and Russia. Ну и вот эта песня, она может представлять из себя как раз такой знак, как осуществляются культурные контакты между Ирландией и Россией. And I think I would make one other basic point about Ireland, which is that we have a very modern economy. Ну и хотела бы еще обозначить еще очень важную тему, говоря об Ирландии. Это нельзя не сказать о том, что в Ирландии очень современная экономика. Our exports are 80% of GDP. Наш экспорт составляет 80% нашего ВВП. And the exports are in very modern things like information technology and medical products. И предметы экспорта составляют информационные технологии, Everyone is talking about the economy in every country in Europe today. Ну, все говорят сейчас об экономике. В любой стране Европы экономика актуальная тема. And Ireland has been one of the most determined countries to face the financial crisis. И Ирландия как раз является одной из стран, от которых потребовалось очень внимательное и серьезное отношение. I mentioned three things that have happened in the last year. Ну вот я упомяну, может, три вещи, что случилось буквально в последний год. One is that all the salaries of us public servants have been reduced, and all costs in the economy have come down. So the cost of living in Ireland has actually come down by 4% in the last year. Ну, во-первых, то, что зарплаты государственных служащих были уменьшены, и вообще стоимость жизни стала меньше на 4%. And the second thing is that the state, the government, has taken over much of the banking system. И второй важный момент, что государство сняло на себя обязательства определенных банков, которые управляют. And the third thing is that we've introduced very strong new ideas for regulation of companies, regulation of banks. И третий фактор состоит в том, что мы ввели, здесь очень такие серьезные правила в отношении ограничивающие деятельность компаний и банков, чтобы стимулировать компании. So we think that in the next year we will again have this rate of growth which was typical of Ireland up to the financial crisis. И мы надеемся, что на следующий год у нас будет уже экономический рост. Надеемся, что опять будет процесс, который мы наблюдали до экономического кризиса. And so I would say in all of this, if you look at our profile, tourism is very important. It fits in with our general willingness and interest in meeting people, and it also fits in with
with our economy and our culture. Ну и как бы вот в этом контексте, конечно, туризм играет очень большую роль, очень важную роль для нас. Как бы он естественно для нас в связи с такой нашей открытостью, желанием встречаться с людьми и играет очень важную роль вообще для нас в странах. Traveling, either Irish people going to work abroad or going on holidays, or people coming from abroad to live in Ireland or on holidays, this exchange is really fundamental to our country. Ну и вот эти вот взаимные поездки, взаимные путешествия, там, с различными целями, будь то это на работу или там, отпуск, они, в общем, вот этот взаимный обмен, он является для нас основополагающим. So, I don't know how Yelena Borisovna wants to organize this meeting, but I'm very happy to answer questions if that's a good idea. Ну и, как я не знаю, как дальше хотим. Я буду рада Значит, а сейчас я надеюсь, конечно, после такой яркой информации, и надеюсь, у вас появились вопросы. И если есть, пожалуйста, можно на русском, можно на английском. Да, что-нибудь. Добрый день. Скажите, пожалуйста, что, по вашему мнению, может способствовать развитию ирландской культуры? Нет, ирландской. There are many different elements in the cultural contacts with Russia. Ну, здесь много различных элементов есть в наших культурных контактах с Россией. I found in Moscow and St. Petersburg and also in other parts of Russia, there are very strong Irish dancing schools. Ну вот я уже успел заметить, что и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других регионах очень большой интерес к ирландским танцам, есть школы ирландских танцев. There's also a very strong interest in traditional music from Ireland. Очень большой интерес к традиционной музыке ирландской. And there are a number of Russian groups that play Irish music. И много различных групп в России, которые играют исполнение ирландскую музыку. And there's one that I know in particular is it's the one with Natasha O'Shea. That's right. Listening to their music. Thank you. But that is very interesting to me because that's very modern in style. It's like a number of groups in Ireland which are doing new music but with traditional elements. Ну вот это как раз она представляет интерес, потому что представляет такое очень новое направление, современную музыку, современное исполнение, основанное на традиционной ирландской. And then there's the whole field of literature. Ну и, конечно, целая очень большая область литературы. I went to a wonderful event last December, which was a number of schools here in Moscow which performed pieces from Irish theatre. Было такое замечательное, очень интересное мероприятие в декабре. Несколько школ делали постановки по пьесам ирландского театра. And we're also working on an anthology of Irish poetry translated into Russian, which might be suitable for schools. И мы также работаем над выпуском сборника антологии ирландской поэзии на русском. And then a very important thing, and which I find very touching, is the celebration of St. Patrick's Day in Russia. И, конечно, очень важно для нас и для просто очень трогательный для нас факт, что здесь, в России, празднуют День Святого Патрика. And then in many universities, such as here in your institutions,
there are Irish clubs or Irish studies. И, конечно, во многих университетах, так же как в вашем университете, есть ирландские центры изучения поэзии. And there are many other things. There's the composer John Field, Можно упомянуть, конечно, очень много других вещей, например, композитор Джон Филд, who lived in Moscow and St. Petersburg and influenced many important figures in music in Russia. он жил в Москве и в Санкт-Петербурге и оказал очень большое влияние на деятелей, музыкальных деятелей в России. And this year, for the first time at Maslenitsa, we had a Russian festival in Dublin. В этом году первый раз мы провели фестиваль Москвы. And then we have some connections of a humanitarian character. У нас есть и различные осуществляются гуманитарные связи. There are many Orthodox parishes, Russian Orthodox parishes in Ireland, 5, I think. Порядка 5 приходов православных в России. And yesterday I was in Bryansk and I attended the Poslednya Zvanach in this Детский dom in Bryansk, and there were Irish people there who they have a relationship with the town and oblast of Bryansk, and they bring gifts for the children in these homes. И вот буквально вчера я был в Брянске и присутствовала на церемонии последнего звонка, стишов. Церемония проходила в детском доме, и там присутствовало очень много ирландцев, которые поддерживают очень тесные связи с Брянском и привезли с собой очень много подарков. And we have another idea, the main morning news program on the Irish radio, which everybody listens to. We have the idea that for 1 week they would come and broadcast from Moscow, so that the morning news on the Irish radio would come from Moscow for 1 week. И у нас есть такая основная информационная программа на ирландском радио. Мы планируем, что так, чтобы они приехали на одну неделю и вещали из Москвы. And this is because the people in the program just love the idea of coming to Russia. It's a personal thing. Все это из-за того, что людям очень нравится вообще сама идея сделать такую программу из России. So I think, I mean, to tell the truth, we're such a small embassy, it's almost impossible for us to keep up with all the ideas that keep coming. Ну, как бы, если честно вам сказать, посольство Ирландии очень маленькое, и физически нам очень сложно следить за всеми событиями, которые происходят. But definitely there's a real friendship and a real understanding there. Но действительно, между нами есть действительно очень хорошая дружба и понимание. Еще есть вопрос? Здравствуйте. Как вы считаете, какие русские авторы наиболее популярны в Ирландии? Well, I think I'm just trying to think back to when I was a student. I think Tolstoy is recognized. You know, Tolstoy is like a monument in the landscape. Ну, я пытаюсь вспомнить свои студенческие годы, наверное, конечно, Толстой, потому что это, конечно, моментально. And then it depends on how much people know. You know? Оно, конечно, зависит от того, вообще, сколько людей знают. I think that people who are interested in literature are more and more interested in Akhmatova. Ну, может быть, те, кто вообще интересуется литературой, конечно, интересует творчество Ахматова. And the most famous playwright in Ireland, Brian Friel, he's coming to Moscow in June,
and he wants to see some Chekhov plays. Очень известный популярный драматург в Ирландии, Брайан Филд, он приедет в Россию и будет участвовать в чеховских фестивалях. It's a very good question. I think everyone in Ireland knows, they know instinctively that Russia is really central as a source of literature. Хороший вопрос. Я думаю, что в Ирландии понимают, что, конечно, Россия очень важная страна для литературного мира, источник, центр. But I think that the actual study of literature, it takes so much time. Вообще изучение литературы, это, конечно, процесс, который занимает очень много времени. I think there's 20 people who have seen the film version of Dr. Zhivago, for every one person who has read Bulgakov. Может быть, если можно привести такое соотношение, 30 смотрел доктор Живаго, и каждый пятый Булгаков. Еще есть вопросы? Есть в Ирландии какие-нибудь организации, которые занимаются изучением культуры России? There are some organizations, but they're not for the moment very strong. Ну, есть некоторые организации, но деятельность достаточно занята. In recent years, people are beginning to understand that the Russian language is actually our second language. This is really an amazing discovery. We have a language, our own national language, Gaelic or Irish, which people know, but they don't speak very well. The Gaelic language, most people know the Irish language to some extent. Ну, то есть в Ирландии, ирландский язык это второй язык, несмотря на то, что некоторые, немногие его знают и понимают ирландский язык. And then, in recent years, people began to think that because we had so many workers coming from Poland, that Poland might be overtaking Irish as the second language. Ну и в последние годы очень много приезжает на работу в Ирландию людей из Польши, и вот появилось такое опасение, что польский язык как бы вытеснит ирландский и займет второе место для лингвистики. But just now in recent years, it's becoming clear that Russian is actually the language most spoken after English. Но даже вот в последнее время становится все более и более понятно, что это уже не польский, а русский язык. Because we have people from Russia, Lithuania, Latvia, Poland, Uzbekistan, who all speak Russian. Ну, то есть все, кто приезжает из России, из Польши, из Узбекистана, из Латвии, из Литвы, они говорят на русском языке. 15% of the population in Ireland were born outside the country. То есть 15% населения Ирландии, которые сейчас, да, в Ирландии людей, родились за пределами. And in that group, Russian language is now the most important language. And we have 2 Russian language newspapers. И вот в этой группе русский язык, он не самый распространенный. Даже есть 2 газеты русскоязычные. But this sector, the sector of Russian culture in Ireland, is not very strongly organized. Но, конечно, сектор русской культуры, он не очень хорошо организован. The Russian embassy is beginning to do things now. Ну и посольство России, конечно, стало работать. Есть еще вопросы? Скажите, пожалуйста, как вы считаете, какие черты характера похожи у ирландцев и Well, I've often thought I should sit down and think about this. Но я часто думаю, что надо хорошо подумать.
над этим вопросом. I have personal opinions. У меня есть собственное мнение, личное мнение. One thing is that it comes back to the writers, that when Russian people get into really big problems, they come back to their religious roots. Ну, вот я заметила, здесь некоторая связь с писателями, когда русский человек попадает в сложные обстоятельства, он как бы обращается к своим религиозным. Dostoevsky or Bulgakov or Akhmatova or many other Russian writers, they are even not from the Christian tradition, but Grosman or Solzhenitsyn from the Christian tradition, they come back to a religious picture of the world. Ну, вот если можно назвать таких авторов, как Достоевский, Булгаков, Ахматова, Гросман, Солженицын, то есть они в итоге обращаются к таким духовным источникам. In Ireland it's the same, I think. Но я думаю, что то же самое можно сказать о том, что в Ирландии. Except that in Ireland there's more sort of cynicism. How do you about religion? Ну, здесь, то же самое происходит в Ирландии, может быть, за исключением того, что в Ирландии сейчас больше цинизма наблюдается по отношению к People are always conscious of the religious background. So in Ireland, the Irish writers are always conscious of the religious background. Как бы всегда в Ирландии очень важно религиозное происхождение человека, принадлежность. And I think that that's speaking about the level of high culture. Ну, это как уже материя. But it's also true at the level of everyday life. Но на бытовом уровне тоже заметно. But when I was in Bryansk on Monday night, I was in an apartment which is for children from the Детский дом who are going into further education, and they have nowhere to live. And this Irish group pay for apartments around the city of Bryansk to help those children have a better start. Я был в Брянске в понедельник, посетила квартиру, где живут уже выпускники детского дома, которые дальше продолжают свое обучение. И ирландская организация, она сняла для них квартиру, где они сейчас живут самостоятельно, чтобы оказать помощь там дальше. These Irish people who come to Bryansk to do this, business people, they don't think that it has a religious connection. They don't think they come to Bryansk and they do this using some of their holidays to help these young people. Ну и вот те деловые люди, да, ирландские, которые участвуют, оказывают помощь детям из Брянска, то есть они как-то не связаны с такими вопросами. They don't think it's a religious question. They don't think it is. But I would say to myself, why would people think it natural to do that? Но, конечно, вопрос возникает, я бы задал, да, почему люди так относятся к этому, почему они считают, что это естественно для них ехать, оказывать такую помощь. So I think that for me, the big similarity between Russia and Ireland, which makes us different from many countries in Western Europe, is that these sources of action are still more traditional. That's hard to express. Ну и поэтому вот, если говорить о том, что нас объединяет, очень похоже ирландское и русские, и что, в свою очередь, наверное, может быть, нас отличает от остальных европейцев, это как раз вот мотивация, источник наших действий.
Or maybe one last effort to explain. I mean, if you take music, people in Russia still sing themselves. Ну, если мы возьмем музыку, то есть русский, And Russia, Ирландии, in Russia, people sing. People sing. It's not just about downloading, you know, ABBA. I have nothing against ABBA. просто там скачивают какую-то музыку, а But people actually sing. то есть они сами поют. And it's also true in Ireland. That То people есть sing. в России In поют, Ireland в and in Ирландии Russia. то же самое. В России. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, насколько Ирландия популярна среди российских туристов и насколько она популярна как страна, в которую приезжает изучать английский язык? Well, as regards study, it's getting more popular. Что касается обучения, то все больше популярности. We have some hundreds of Russian students in Ireland at any one moment. То есть буквально сотни студентов из России приезжают в Ирландию. And we hope to have more. Мы надеемся, что еще больше приедут. As regards tourism, I hear figures for how many Russian people go, say, to Turkey or to Egypt. Ну, что касается туризма, я слышу, называют цифры, сколько российских туристов едут в Турцию, в Египет. And so the number coming to Ireland is really tiny by comparison. Ну, конечно, в сравнении вот с этими числами, с количеством туристов из России, в Ирландии, он, конечно, гораздо меньше. And we in the embassy, we're always talking to Tourism Ireland, which is the organization responsible for promoting tourism. And we say, why don't you come and advertise in Russia? Ну и вот мы в посольстве очень часто общаемся с нашим ирландским советом по туризму, который называется Tourism Ireland, и говорим, почему вам еще приехать и рассказать о возможностях в плане туризма. I think there is great potential. Я думаю, что здесь очень большие возможности, очень большой потенциал. It's a particular kind of tourism. You know, it could be companies coming to hold conferences, or golf, or fishing, or people interested in music. Ну, здесь можно о разных творить видах туризма. Могут быть представители компаний, какие-то, которые могут приехать для участия в конференции, например, туристы, поиграть в гольф, ловить рыбу. Здесь различные возможности существуют. And it's easier than people think. И это на самом деле гораздо проще, чем, может быть, люди обычно придумывают. For the moment, there are only a few direct flights. Ну вот сейчас очень много прямых полетов, But there are many, many connections. рейсов, но очень много там возможностей стыковки. From London, Paris, Amsterdam, Через Париж, Frankfurt, Copenhagen, and so on. And visas are easy, contrary to what people sometimes think. и получение визы тоже сложно совсем. Немножко противоречит тому, что там слышно. So I hope we will have much more. Так что я надеюсь, что And also there's potential. Irish people travel a lot, although we're a small country. People travel a huge amount. ну, ирландцы тоже очень много путешествуют, хотя страна небольшая, но очень много путешествуют. And there is scope. I know Irish people would come to Moscow or St. Petersburg or other parts of Russia if it was advertised more. И я думаю, что на самом деле в Москву, Санкт-Петербург приехало гораздо больше людей из Ирландии, And лучше I'll just make организовать one other point which is very important in the tourism industry. It's the exchange rate of the euro. Ну и очень важный здесь момент для индустрии туризма – это курс евро. And at the moment, the
exchange rate has come down a lot, so it's cheaper to go to Ireland than it was last year or 2 years ago. Ну и сейчас он сильно упал, поэтому, конечно, сейчас дешевле, да, в Ирландии. Есть еще вопросы? Да. Вы говорили, что русский язык переводит на второе место в Ирландии. И вот сами приветствую по-русски. Скажите, пожалуйста, как вы находите русский язык? Сложно ли вам для обучения изучения другой области? Well, I have lived in Finland, Я живу в Финляндии. and I've tried to learn Finnish. Пытался изучить финский. And after Finnish, Russian is really... Ну и после финского языка русский. And also, I feel that it's easy to be enthusiastic about learning Russian. Ну и думаю, что очень легко с энтузиазмом относиться к этому процессу изучения. Because Russian culture is so interesting. Потому что культура России очень интересна. And there are so many beautiful writings in Russian. И очень много произведений на русском языке. I would also say that Russian people are not snobs about their language. Ну и, как я говорю, русские не снобы. So that anybody is allowed to practice Russian without feeling, you don't feel terrible if you make mistakes. То есть все дают русские возможности практиковаться в русском языке и делают, не заставляют человека чувствовать себя плохо, если делают какие-то ошибки, очень хорошо. So maybe next year I can come and speak to you in Russian. In the На days, следующий in the год я days. уже, наверное, смогу еще раз прийти к вам и буду говорить по-русски. Спасибо большое. Большое спасибо, господин Махмуд. Сейчас самое время. У нас программа достаточно емкая, но она не будет длительной. И еще несколько презентаций, но они будут коротенькие. Сейчас мы предоставим слово директору Ирландского культурного клуба Илоне Кулашвари, который расскажет, что сделано за 3 года и что такое ирландская культура, какая работа ведется в нашей стране для того, чтобы мы могли ее изучить и могли понять и проникнуться с этими прекрасными идеями, которые есть в культуре такой страны, как наша. Еще раз всем добрый день. Ну, стоит сказать, что наш ирландский культурный клуб создан по инициативе студентов формат при кафедре регионоведения и романа германских языков 3 года тому назад. Ирландский культурный клуб – это программа дополнительного образования, а также научное студенческое общество. В своей деятельности Ирландский культурный клуб выделяет такие задачи, как формирование личностных качеств, таких как коммуникабельность, культура общения, толерантность, целеустремленность, умение работать в коллективе, ответственность, самостоятельность и, конечно, творческая активность. Также мы уделяем большое внимание формированию положительного отношения к иностранному языку и культуре того народа, который говорит на этом языке. Развитие стремления к взаимопониманию людей разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры. Ну и за время существования нашего клуба проведены открытые семинары по кельтской, ирландской музыке, кельтской мифологии, древней литературе, фольклору, танцам и религии. Организован просмотр ряда научных и художественных фильмов, посвященных проблемам кельтологии и ирландистики. Члены Ирландского культурного клуба приняли участие в работе 2-го и 3-го фестиваля ирландского кино в Москве. Проведены открытые показы ирландских фильмов «Роман». Члены клуба стали постоянными участниками празднования Дня Святого Патрика в Москве. Проведен ряд конкурсов на подведение итогов, в которых присутствовали первые лица посольства Ирландии. Принято участие в подготовке организации международной студенческой конференции, которая прошла в 2009 году и была посвящена вопросам сохранения национальной культуры в условиях глобализации. Также посвящен ряд мероприятий, посвященных ирландской культуре. Ну и, собственно, в чем заключается наша научная работа. Многими членами Ирландского культурного клуба написан ряд публицистических статей. И вся деятельность Ирландского культурного клуба у нас связана с изучением
Ну и сегодня, конечно же, говоря о культурном наследии, мы, безусловно, должны представлять себе ту роль, которую играет ирландское культурное наследие каждой страны в интеграционных процессах современной глобализации. Знание о роли, месте и значении той или иной культуры в становлении и развитии мировой цивилизации является ключевым для понимания тех внутренних и социокультурных процессов и кризисных явлений, с которыми сталкивается и еще может столкнуться современное общество. Учитывая все кризисные явления в социокультурной и этнопсихологической сферах современной Европы, обращение к культурному наследию Ирландии может стать первым и важнейшим шагом к пониманию и разрешению насущных проблем. Обладая исключительной уникальностью, каждая культура, тем не менее, несет в себе следы общения с иными культурами. В исторической логике развития мировых культур и цивилизаций ученым известен тот факт, что национальным местным культурам свойственно с течением времени объединяться, разрастаться, эволюционировать, тем самым образуя цивилизацию, охватывающую собой многие пространства и народы. Однако, к сожалению, сейчас все чаще забывается тот удивительный факт, что европейская цивилизация образовалась немного иным, нежели это свойственно традиционным способом. В результате так называемого распада кельтской культуры кельтского народа, элементы которой послужили основой ее становления и развития. Безусловно, потом были века расцвета греческой и римской культур, внесших неоценимый вклад в формирование культурного облика современной Европы, но до сих пор этот список считается неполным из упоминания об ирландской культуре. Не секрет, что основой любой культуры и цивилизации является религия и тот мифопоэтический культурный код, который выстраивается религиозной грамматикой, отраженной в языке. Поэтому именно обращение к ирландскому культурному наследию сегодня может послужить незаменимым опытом в дальнейшем, потому что история сама показывает нам пути поиска решения всех имеющихся вопросов и проблем. Так, именно кельтская религия и кельтский мифопоэтический культурный код лег в основу большинства европейских народов, из которого на основе которого впоследствии каждый народ формировал свою уникальную неповторимую культуру. Так, именно христианские ирландские монахи-миссионеры, принесшие свет христианства в Европу, стали не только первыми непревзойденными переводчиками и комментаторами основных религиозных текстов, но и авторами первых грамматик и основателями первых школ. Ирландская мысль, ставшая впоследствии и сохранившая впоследствии в неизменном виде унаследованную никейскую традицию, снова вернулась в Европу на заре десятых веков и послужила той исторической формирующей силой, благодаря которой мы можем говорить о развитии и становлении современной европейской цивилизации. Ирландская культура, будучи прямой наследницей кельтской, сохранила в себе в неизменном виде уникальные традиции и донесла до настоящего времени ту информацию, изучение которой сейчас может стать спасительным для мирового сообщества в вопросах, связанных с пониманием и разрешением причин основных кризисных проблем, вопросов, которые мы сейчас имеем. Ирландское культурное наследие – богатейший и поистине неисчерпаемый материал не только для науки, но и других сфер человеческой жизни. Обращение к примеру Ирландии в вопросах сохранения и развития национальной культуры может стать спасительным для Европы, а обращение к ирландскому культурному наследию – ключевым для понимания и решения множества задач, корни которых кроются в глубинах культурных истоков и культурных кодов. Тот уникальный культурный и исторический опыт, что накопила Ирландия за всю свою историю, неоценимый материал, которому должно уделяться особое внимание в современном образовании. К сожалению, в настоящее время, когда любая информация ставится на поток, а главным ее источником становится масс-медиа, истинное значение понимания культурного наследия народа утрачивается. Само священное понятие наследного прошлого заменяется рекламной системой узнаваемых брендов, что несовместимо с пониманием самого понятия культурного наследия, так же, как питейный этикет с богословской традицией. Культурное наследие Ирландии живет в настоящем, потому как прошлое для ирландцев всегда живо. То, что было вчера, является гордостью для ирландцев сегодня. То, что, как бережно ирландцы на протяжении всей истории почитают и охраняют свое культурное наследие, пример достойный для подражания каждой страны, уважающей свою историю и культуру. Однако, обращаясь к изучению культурного наследия Ирландии, расширяя свои жизненные взгляды, мы не только способствуем сохранению той культуры, что изучаем, но и встаем на долгий и тяжелый путь борьбы с уничтожением своей культуры и культуры как понятия вообще. Встаем на путь борьбы с вездесущей дезинформацией и системой распределенных брендов, выдаваемых современному мировому сообществу за культуру и подлинное культурное наследие. Поэтому, даже обращаясь к изучению национальных культур, мы должны быть осторожны и должны помнить о той важной миссии, которую берем на себя. Миссию по сохранению и развитию культуры. И то, что мы беремся изучать, и то наследие, которое мы беремся
исследовательская мысль, во многом загубленная современным состоянием системы образования, активное разностороннее развитие науки – вот что нужно современному мировому сообществу для поисков путей разрешения актуальных проблем. Именно такой ответственный подход должны выбрать те, кто взялся за изучение культурного наследия, как самого ценного из того, что накопило мировое сообщество за всю свою историю. Культура живет в сердце человека. Именно в нем прошлое встречается с настоящим и обретает плоть и кровь. Поэтому сохранение культуры возможно только в ее развитии. Бережно сохраняя и уважая старые традиции, мы можем обращаться к новому, изменять мир к лучшему. Конечно, одного изучения культурного наследия для этого недостаточно. Для этого требуется мощная политическая, экономическая поддержка. Но тех, кому действительно важно сохранить мировое культурное наследие и культуру своей страны, это не должно останавливать. Ирландская культура в свое время послужила становлению и формированию европейской цивилизации. Это стало возможным только в результате того, как на протяжении многих веков, несмотря ни на что, ирландский народ охранял и развивал свою культуру. Сейчас Ирландия вместе со всеми переживает много кризисных ситуаций, во многом обусловленных положением дел в Европе, во многом обусловленных развитием своей истории. Но тем не менее, в Ирландии уже намечен тот спасительный путь, по которому она движется. Путь сохранения и развития своей культуры. Культура – единственная сила в мире, которая не подвластна никаким внешним законам, но которая подчиняет и созидает все. Развивая свою культуру, мы продолжаем нести гордое звание человека. Мы развиваемся сами, мы растем над собой. Развивая свою культуру, каждый человек творит свою свободу. Поэтому только в своей культуре человек подлинно свободен. И только для культуры, как для формирующей и созидающей силы, нет никаких законов и невозможно никакие ограничения и запреты. Ирландия и ее культурное наследие ярчайший для нас тому пример. Много горести выпало на долю Ирландии, но во всех своих бедах она сохранила самое главное – свою культуру. Ирландский язык еще звучит над холмами и равнинами Ирландии, и, несмотря ни на что, продолжает биться ирландское будущее сердце. Я думаю, настолько такая высокая нота требует хорошей удачи в продолжении. А продолжение может быть только также сердечно, искренне, с любящими сердцами подготовленной презентации членов клуба, Ирландского культурного клуба. Я очень прошу. Наследие Ирландии сегодня у нас. Good afternoon. Today my colleague and I will tell you about a beautiful country with a rich heritage. We will talk about Ireland. The list of objects of the World Heritage of UNESCO of Ireland includes two objects. The complex on the River Boyne, which is actively investigated by scientists, consists of several objects. Trinity College in Dublin was founded in 1592 by latest patent from Queen Elizabeth I, the mother of the university, and is the only constitute college of the University of Dublin. It's Ireland's oldest university. The Library of Trinity College is the largest research library in Ireland. The library contains 500,000 printed maps, the largest collection of cartographic materials in Ireland. The Book of Kells is by far the library's most famous book and is located in the Old Library. The Book of Kells is the most famous and one of the finest of a group of manuscripts in what is known as the insular style produced from the late 6th through the early 9th centuries in monasteries in Ireland, Scotland and England, and in continental monasteries. The manuscript takes its name from the Abbey of Kells, that was its home for centuries. The library usually displays 2 of the current 4 volumes at a time, one showing a major illustration and the other showing typical text pages. According to a legend, if a sinner looks in these books, he will lose vision. Old-style step dancing, involved in the late 18th and early 19th century from the dancing of the traveling Irish dance masters. The Irish dance masters refined and codified indigenous Irish dance traditions. The Irish dance masters of the period also choreographed particular steps to particular tunes in traditional music, creating the solo set dances,
such as the Blackbird, St. Patrick's Day, and the Jump of Johnny Walk, which also persist in modern Irish step dancing. In this context, set dance signifies a separate tradition from the social dance tradition, also called set dance. Thank you. Вторая часть. Modern Irish dance. Modern Irish dance will send infectious beats bounded through your lines. A famous dancer of modern Irish dance is Michael Flaherty. He is an Irish step dancer who became internationally known through his theatre musicals, Riverdance, Lord of the Dance, and Feet of Flames. In Moscow, there are a lot of schools of Irish dance, and everyone can touch the Irish culture. St. Patrick's Day. St. Patrick's Day is celebrated on the 17th of March. His religious feast day and the anniversary of his death in the 5th century. The Irish have observed this day as a religious holiday for over 1,000 years. From the streets of Moscow to the parks of London, celebrations honoring the Irish heritage abound St. Patrick's Day. Irish beer. It's now secret that beer is a centuries-old institution in Ireland. The infamous Irish pubs, found in nearly every urban pocket of the world, are evidence enough to that. There are dozens of breweries throughout Ireland providing myriad marks, styles, and labels of Irish beer. The various classifications can be mined and bold. Irish traditional music. Irish folk music dates back thousands of years, but collections only date as far back as the 18th century. It's believed that Irish folk music survived more strongly than that of other European countries, because Ireland wasn't a battlefield during either World War, and because the country's economy is derived mostly from agriculture, in which traditional music thrives. Irish traditional music includes many kinds of songs, including drinking songs, ballads, and lanes, sang and accompanied or with accompaniment by a variety of instruments. Traditional dance music includes reels, hornpipes, and jigs. The instruments of Irish music are flute, the bodhrán, the wooden pipes, they are not dissimilar to Scottish bagpipes, the guitar, banjo, accordion, and the human voice, such as a cappella singing. The harp is confined to bands. На сейчас у нас с вами наша сегодняшняя встреча даже подходит к концу. И мы хотим подытожить это очень интересное и важное для нас событие, конечно, с добрыми и заслуженными словами. Михаил Андреевич, пожалуйста. Что, уважаемые коллеги, друзья, сегодня у нас получилось такое замечательное мероприятие. Мы его назвали «Круглый стол». Но я бы сказал, что это просто дружеская беседа, в рамках которой господин посол рассказал нам столько много интересного о своей стране. И хоть он сказал, что она маленькая, да, но на самом деле это вот с таким чувством, которое страна относится, ты никогда не скажешь, что это маленькая страна. Что бы я хотел бы добавить? Ирландия давно является членом Европейского сообщества или Европейского союза. И вот в рамках, когда у нас произошла перестройка в России, все мы помним, да, 90-е годы, и вот Европейское сообщество помогало России как можно быстрее перейти на рыночные рельсы. И Ирландия принимала активное участие в этих направлениях. Была такая программа, но сейчас существует программа ТАСИС, в рамках которой осуществлялась подготовка к рассказу, изучение истории. То есть мы буду говорить не только об экономике, да, а о туристе. И как раз в рамках этой программы мы разные направления в этой программе. Ну, одна из программ, как 3 года проходила. Вот Европейское сообщество выделило большие деньги по тем понятиям, 5 миллионов евро. Для чего? Для того, чтобы изучить этот рынок, наш рынок туристический, подготовить специалистов в рыночной экономике, по туризму как раз.
И вот очень много сотрудников и специалистов нашей академии как раз проходили обучение в различных направлениях на эту программу ТАСС, что, конечно, помогло нам получить международный сертификат, да, и получить международный опыт. Поэтому, да, и большое спасибо Ирландии, я хотел бы сказать, в лице господина посла передать большое спасибо за то, что Ирландия являлась одним из активнейших членов в организации этой программы. Я хотел бы подчеркнуть, что эта трехгодичная программа заканчивалась как раз поездкой 20 наших специалистов, ведущих специалистов в отрасли туризма, преподавателей, поехали в Ирландию и практически в течение месяца изучали не только культурный обмен и так далее, да, но именно как раз туризм, изучали туристский рынок, как развивается туристский рынок. Вот поэтому большое спасибо господину послу, поскольку который принимал участие в этих программах, у нас даже экспертная программа, я знаю, что это такое. Вот, от всей души большое спасибо Ирландии, маленькая страна, но вот она вот с таким вот большим чувством и вниманием относится к нам. Ну и что бы хотелось сказать? Что господин посол сказал, что, конечно же, у нас, если посмотреть на цифры Турции, Египта, туристских потоков, да, конечно же, несравнимо с Ирландией. Но я думаю, что если у нас будут часто такие мероприятия, обмены культурными мероприятиями, да, культурное наследие, изучать друг друга, то, конечно же, количество туристских потоков увеличится. Ну, если мы не догоним, конечно, Египет, по крайней мере, мы к ним приблизимся, да? Я бы хотел, конечно же, прежде всего от вас, дорогие студенты, поблагодарить господина посла за то, что он нашел в своем очень плотном графике. Мы знаем, что такое работа посла. Очень напряженный график. И вот все-таки он нашел время, приехал к нам, выступил с такой интересной лекцией, сообщением. Я надеюсь, что это будет не последняя наша встреча. Поэтому еще раз давайте поаплодируем. Вот от всей души, да, «Душа Москвы» называется книга, как раз вот это вот то, что наши чувства. Внимательно очень слушали. Спасибо за чудесную подготовку данной встречи. Вы знаете, я пожалела, что я не студентка вашего вуза сейчас. Очень интересно. Я надеюсь, что вот такие встречи продлятся. Мы уже говорили, что у нас 25 филиалов. И если будет таковая возможность, вы посетите и головной вуз на сегодня, который находится, и наши филиалы, которые находятся на территории России. Ребята, вам здорово повезло. Продолжайте заниматься этим просто замечательным, я считаю, интереснейшим действием. И удачи вам. Спасибо большое. Этой встречи мы ждали давно, потому что у нас уже налажены связи с ирландским посольством и теми вопросами, которые занимает Ирландский культурный клуб, мы обязаны большой помощи и благодарности нашему другу, гостю, господину Филиппу Макдоналду. Вы, наверное, помните, что мы уже проводили целый ряд мероприятий, посвященных Ирландии. И вот сегодня для нас большая честь, когда мы сможем послушать выступление нашего гостя, посла Ирландии Филиппа Макдоналда, о связях Ирландии и России. И поэтому лекция, которая сейчас состоится, она будет чрезвычайно интересной и, безусловно, полезной. По плану мероприятия, которое мы проводим сегодня, мы его назвали «Круглый стол», потому что это не только лекция, это интересные презентации и, конечно же, ваши вопросы, конечно же, ответы нашего уважаемого коллеги. Значит, у нас с вами
наш самый замечательный человек этого огромного филиала, это наш известный нам Морозов Михаил Анатольевич. Михаилу Анатольевичу, который скажет, что у нас еще в гостях есть наш замечательный профессор Галина Борисовна Литовченко. Уважаемые друзья, сегодня, как уже сказала, что у нас замечательный день, да, к нам приехал в гости. Первый раз в гости приехал посол Ирландии. Это для нас очень такое значимое событие и приятно, поскольку не каждый день приезжают, да, в институты. Вот, а у нас, в общем-то, достаточно, так сказать, часто бывает. Правда, господин посол первый раз к нам приехал, но мы уже с ним разговаривали и вот, надеемся, что и он уже подтвердил, что теперь будут у нас часто гости. И я думаю, что это будет на пользу нам всем, поскольку мы вспоминаем, всегда помним, что наша академия, как называется, российская, международная, да? Как мы всегда говорим, что международная составляющая, мы всегда обращаем большое внимание. Я надеюсь, что вот это как раз мероприятия, вот такие мероприятия помогут нам в дальнейшем не просто расширять высокий газон, получать какие-то дополнительные знания, да? Приобретать друзей, но и, в общем-то, конечно, повышать ваш уровень, вот, как вы всегда говорите, нашей конкурентоспособности, нашей академии или вас на рынке образовательных услуг. Когда мы такое. Ну, я бы сказал, что у нас чуть приурочено 3 года нашему клубу. Спасибо за инициативу, которую проводит кафедра и вот, президент нашего клуба, который занимается этими вопросами. Вот. Но я надеюсь, что это будут полезные мероприятия, встречи, и у нас будет очень много друзей или вас, которые будут ходить по сотрудничеству. Да? Будут расширяться. Сколько вы сейчас работаете? Более 20. Ну, я думаю, что теперь 30, будет 40, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, большое спасибо, что вы тоже к нам пришли послушать, да, вы приняли участие в мероприятии в круглом столе. Я надеюсь, что пройдет это конструктивно и плодотворно. Пожалуйста, готовьте вопросы. Можно на английском, можно на русском, как-то. Ну, есть у нас переводчик официальный мероприятие, значит, можно говорить и на русском языке, переводчик у нас переведет все это дело. Вот. Ну, если кто-то захочет показать свои знания языка, пожалуйста, можно и на английском говорить. Вот. Ну и я передаю слово Галине Борисовне, которая вот тоже нашла время, приехала к нам и поздравляет нас от имени ректората и от академии в целом. Спасибо большое. Спасибо, уважаемые коллеги, уважаемые гости, дорогие наши студенты. От лица ректората Российской международной академии туризма рада вас приветствовать на знаменательном событии, которое сейчас происходит в нашем московском филиале. Удачи вам, потому что она вам сейчас сопутствует, и в дальнейшем, чтобы это было, потому что на самом деле не в каждом вузе бывают такие встречи, не в каждом вузе есть такие клубы, поэтому вам очень повезло, и пусть это везение продолжается. Удачи вам в работе, в обучении, и в дальнейшем устроить свою карьеру таким образом, чтобы встречи с послами были у вас частыми. Удачи вам! Наша долгожданная встреча. Мы приглашаем выступить с лекцией господина посла Филиппа Мамонтона. И, пожалуйста, лекция будет на английском языке. Если будут вопросы, пожалуйста, потом готовьтесь. И дальше у нас пойдет рабочий порядок. Господин директор, дорогие друзья, спасибо за приглашение. Извините, что я еще не говорю по-русски. Я попробую два слова говорить по-русски. Это знак дружбы
между Ирландией и Россией. Это встреча, знак дружбы. Это год, важный год для отношений между Ирландией и Россией, потому что мы одобряем визита президента Ирландии и тоже визита министра иностранных дел в Москву. И будет тоже важный футбольный матч в октябре. И мы надеемся, что много туристов пойдет. Спасибо. Моя коллега переводит. Мы надеемся, что много туристов пойдет из Ирландии в Россию, тоже из России в Ирландию. И сейчас я говорю по-английски. So I think I can make a better impression if I speak in English. I will. Я произведу на вас лучшее впечатление, если я говорю по-английски. I just make a few points about Ireland because I hope there will be questions. Я скажу несколько слов об Ирландии и надеюсь, что потом останется ваш вопрос. I'm very glad that you have the European flag between the Irish flag and the Russian flag. Я очень рад, что здесь я вижу флаг Европейского Союза, ирландский флаг и российский флаг. We have been a member of the European Union since 1973. Мы члены Европейского Союза с 1973 года. I think you could say we're a thoughtful member of the European Union. Такие очень серьезно относимся к членству нашего Европейского Союза. We've had many referendums. У нас очень много референдумов прошло по этому вопросу. And we are aware of a wider Europe beyond the European Union. Ну и, конечно же, мы всегда помним, что помимо Европейского Союза есть еще более большая Европа. In 2012, Ireland will be the chairman of the organization called the OSCE. В 2012 году Ирландия будет председательствовать ОБСЕ. Of which Russia is a very important member. Россия является очень важным членом этой организации безопасности и сотрудничества. So that should bring us closer to Russia. И вот это, конечно, послужит нашему сближению с Россией. I think another point I would make about Ireland is that in the last 10 years or so, we've had a very successful peace effort in Northern Ireland. Ну, конечно, можно сказать, что где-то в последние 10 лет очень успешными оказались наши усилия по мирному урегулированию Северной Ирландии. There was a very difficult conflict, as you may know. Ну, вы, конечно, знаете, там очень такой сложный конфликт. And a symbol of the change is that George Mitchell, who was the American envoy in the Northern Ireland situation, has now been sent to the Middle East. Ну и вот символ происходящих перемен представляет тот факт, что Джордж Митчелл, это посланник Соединенных Штатов, который участвует в процессе, он сейчас занимается вопросом разрешения.
I think another point I would make about Ireland is the importance of culture. Ну и, конечно, я хотела бы остановиться на важности культуры в We're a small country, but in the field of literature, we are a superpower. Ну, хоть мы и маленькая страна, но что касается литературы, And that is one of the things that for 200 years has brought Irish people into close contact with Russia. И благодаря этому в последние 200 лет у нас идет такой процесс движения с Россией. All the people in Ireland who work in the area of music or painting or literature, they're always interested in Russia. Ну и все, кто работает в Ирландии в области музыки, художественного, изобразительного искусства, литературы, все, конечно, интересуются Россией. I found that many people in Russia know a song called Вечерний звон. Вот я знаю, что очень многие в России знают песню «Вечерний звон». Вечерний звон is actually an Irish song, and it was translated. So, на самом деле «Вечерний звон» — это ирландская песня, которая была переведена на русский язык. so that song itself is a sign of this cultural contact between Ireland and Russia. Ну и вот эта песня, она может представлять из себя как раз такой знак, как осуществляются культурные контакты между Ирландией и Россией. And I think I would make one other basic point about Ireland, which is that we have a very modern economy. Ну и хотела бы еще обозначить еще очень важную тему, говоря об Ирландии. Это нельзя не сказать о том, что в Ирландии очень современная экономика. Our exports are 80% of GDP. Наш экспорт составляет 80% нашего ВВП. And the exports are in very modern things like information technology and medical products. И предметы экспорта составляют информационные технологии и медицинские технологии. Everyone is talking about the economy in every country in Europe today. Ну, все говорят сейчас о экономике. В любой стране Европы очень вообще актуальная тема. And Ireland has been one of the most determined countries to face the financial crisis. И Ирландия как раз является одной из стран, от которых потребовалось очень внимательно и серьезное отношение. I mentioned three things that have happened in the last year. Ну вот я упомяну, может, три вещи, что случилось буквально в последний год. One is that all the salaries of us public servants have been reduced, and all costs in the economy have come down. So the cost of living in Ireland has actually come down by 4% in the last year. Ну, во-первых, то, что зарплаты государственных служащих были уменьшены, и вообще стоимость жизни стала меньше на 4%. And the second thing is that the state, the government, has taken over much of the banking system. И второй важный момент, что государство сняло на себя обязательства определенных банков, которые управляют. And the third thing is that we've introduced very strong new ideas for regulation of companies, regulation of banks. И третий фактор состоит в том, что мы ввели, здесь очень такие серьезные правила в отношении ограничивающие деятельность компаний и банков, чтобы стимулировать компании. So
think that in the next year we will again have this rate of growth which was typical of Ireland up to the financial crisis. И мы надеемся, что на следующий год у нас будет уже экономический рост. Надеемся, что опять процесс, который мы наблюдали до экономической кризиса. And so I would say in all of this, if you look at our about religion, Ну, то же самое происходит в Ирландии, за исключением того, что в Ирландии сейчас больше цинизма можно наблюдать по отношению к касается религии. people are always conscious of the religious background. So in Ireland, the Irish writers are always conscious of the religious background. Как бы всегда, в Ирландии очень важно религиозное происхождение человека и его принадлежность. And I think that that's speaking about the level of high culture. Ну, это как уже материя. But it's also true at the level of everyday life. Но на бытовом уровне тоже заметно. But when I was in Bryansk on Monday night, I was in an apartment which is for children from the Detski Dom who are going into further education, and they have nowhere to live. And this Irish group pay for apartments around the city of Bryansk to help those children have a better start. Я был в Брянске в понедельник, посетила квартиру, где живут уже выпускники детского дома, которые дальше продолжают свое обучение. И ирландская организация оказывала для них квартиру, где они сейчас живут самостоятельно, чтобы оказать им помощь там дальше. These Irish people who come to Bryansk to do this, business people, they don't think that it has a religious connection. They don't think they come to Bryansk and they do this using some of their holidays to help these young people. Ну и вот те деловые люди, да, ирландские, которые участвуют, оказывают помощь детям из Брянска, то есть они как-то не связаны с такими вопросами. They don't think it's a religious question. They don't think it is. But I would say to myself, why would people think it natural to do that? Но, конечно, вопрос возникает, как я бы задал, да, почему люди так относятся к этому, почему они считают, что это естественно для них ехать и оказывать такую помощь. So I think that for me, the big similarity between Russia and Ireland, which makes us different from many countries in Western Europe, is that these sources of action are still more traditional. That's hard to express. Ну и поэтому вот, если говорить о том, что нас объединяет, очень похоже ирландское и русские, и что в свою очередь, наверное, нас отличает от остальных европейцев, это как раз вот мотивация, источник наших действий. Or maybe one last effort to explain it. I mean, if you take music, people in Russia still sing themselves. Ну, если мы возьмем музыку, то есть русские, And Russia and in Russia, people sing. People sing. It's not just about downloading, ABBA. I have nothing against ABBA. Просто там скачивают какую-то музыку, But people actually sing. то есть они сами поют. And it's also true in Ireland. That people sing. And in In Ireland and in Ирландии Russia. то же самое. В России. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, насколько Ирландия популярна среди российских туристов и насколько она популярна как страна, в которую приезжает изучать английский язык? Well, as regards study,
it's getting more popular. Что касается обучения, то все больше популярности. We have some hundreds of Russian students in Ireland at any one moment. То есть буквально сотни студентов из России приезжают на площадь. And we hope to have more. Мы надеемся, что еще больше приедут. As regards tourism, I hear figures for how many Russian people go, say, to Turkey or to Egypt. Ну, что касается туризма, я слышу, называю цифры, сколько российских туристов едут в Турцию, в Египет. And so the number coming to Ireland is really tiny by comparison. Ну, конечно, в сравнении вот с этими числами количество туристов из России, в Ирландии, оно, конечно, гораздо меньше. And we in the embassy, we're always talking to Tourism Ireland, which is the organization responsible for promoting tourism. And we say, why don't you come and advertise in Russia? Ну и вот мы в посольстве очень часто общаемся с нашим классным советом по туризму, который называется Tourism Ireland, и говорим, почему мы по-моему еще не приехать и рассказать о возможности в плане туризма. I think there is great potential. Я думаю, что здесь очень большие возможности, очень большой потенциал. It's a particular kind of tourism. You know, it could be companies coming to hold conferences, or golf, or fishing, or people interested in music. Ну, здесь можно о разных говорить видах туризма, могут быть представители компаний, какие-то, которые могут приехать для участия в конференции, или туристы, поиграть в гольф, или ловить рыбу. Здесь различные возможности существуют. And it's easier than people think. И это на самом деле гораздо проще, чем люди обычно придумывают. For the moment, there are only a few direct flights. Ну вот сейчас очень много прямых полетов, But there are many, many connections. рейсов, но очень много там возможностей стыковки. From London, Paris, Amsterdam, Frankfurt, Copenhagen, and so on. And visas are easy, contrary to what people sometimes think. И получение визы тоже не сложно совсем. Немножко противоречит тому, что там очень слышно. So I hope we will have much more. Так что я надеюсь, что... And also there's the potential. Irish people travel a lot, although we're a small country. People travel a huge amount. Ну, ирландцы тоже очень много путешествуют, хотя страна небольшая, но очень путешествуют. And there is scope. I know Irish people will come to Moscow or St. Petersburg or other parts of Russia if it was advertised more. И вот я думаю, что на самом деле в Москву, Санкт-Петербург приехало гораздо больше людей из Ирландии, I'll just make one other point which is very important in the tourism industry. It's the exchange rate of the euro. Ну и очень важный здесь момент для индустрии туризма – это курс евро. And at the moment the exchange rate has come down a lot, so it's cheaper to go to Ireland than it was last year or 2 years ago. Ну и сейчас он сильно упал, поэтому, конечно, сейчас дешевле гораздо в Ирландии. Есть еще вопросы? Да. Вы говорили, что русский язык переводится на второе место в Ирландии. И вот сами приветствую по-русски. Скажите, пожалуйста, как вы находите русский язык? Сложно ли вам для обучения, изучения образования? Well, I have lived in Finland, and I've tried to learn Finnish. And after Finnish, Russian is really. And also, I feel
feel that it's easy to be enthusiastic about learning Russian. Ну и думаю, что очень легко с энтузиазмом относиться к этому процессу изучения. Because Russian culture is so interesting. Потому что культура в России очень интересна. And there are so many beautiful writings in Russian. И очень много произведений на русском языке. I would also say that Russian people are not snobs about their language. Ну и, как я говорю, русские не сноб. So that anybody is allowed to practice Russian without feeling, you don't feel terrible if you make mistakes. То есть все дают русские возможности практиковаться в русском языке и делают, потому что мы же заставляем человека чувствовать себя плохо, если он делает какие-то ошибки, если он очень хорошо. So maybe next year I can come and speak to you in Russian. Я в следующем году я уже, наверное, смогу еще раз прийти к вам и буду говорить по-русски. Спасибо большое. Большое спасибо, господин. Сейчас самое время. У нас программа достаточно емкая, но она не будет длительной. И еще несколько презентаций, но они будут коротенькие. Сейчас мы предоставим слово директору Ирландского культурного клуба Илоне Кулашвари, который расскажет, что сделано за 3 года и что такое ирландская культура, какая работа ведется в нашей стране для того, чтобы мы могли ее изучить и могли понять и проникнуться с этими прекрасными идеями, которые есть в культуре другой страны. Еще раз всем добрый день. Ну, стоит сказать, что наш ирландский культурный клуб создан по инициативе студентов формата при кафедре регионоведения и романа германских языков 3 года тому назад. Ирландский культурный клуб – это программа дополнительного образования, а также научное студенческое общество. В своей деятельности Ирландский культурный клуб выделяет такие задачи, как формирование личностных качеств, таких как коммуникабельность, культура общения, толерантность, целеустремленность, умение работать в коллективе, ответственность, самостоятельность и, конечно, творческая активность. Также мы уделяем большое внимание формированию положительного отношения к иностранному языку и культуре того народа, который говорит на этом языке. Развитие стремления к взаимопониманию людей разных сообществ, толерантных отношений к проявлению иной культуры. Ну и за время существования нашего клуба проведены открытые семинары по кельтской, ирландской музыке, кельтской мифологии, древней литературе, фольклору, танцам и религии. Организован просмотр ряда научных и художественных фильмов, посвященных проблемам кельтологии и ирландистики. Члены Ирландского культурного клуба приняли участие в работе 2-го и 3-го фестиваля ирландского кино в Москве. Проведены открытые показы ирландских фильмов «Ромаас». Члены клуба стали постоянными участниками празднования Дня Святого Патрика в Москве. Проведен ряд конкурсов на подведение итогов, в которых присутствовали первые лица посольства Ирландии. Принято участие в подготовке организации международной студенческой конференции, которая прошла в 2009 году и была посвящена вопросам сохранения национальной культуры в условиях глобализации. Также посвящен ряд мероприятий, посвященных ирландской культуре. Ну и, собственно, в чем заключается наша научная работа. Многими членами Ирландского культурного клуба написан ряд публицистических статей. И вся деятельность Ирландского культурного клуба у нас связана с изучением ирландского культурного наследия. Ну и сегодня, конечно же, говоря о культурном наследии, мы, безусловно, должны представлять себе ту роль, которую играет ирландское культурное наследие каждой страны в интеграционных процессах современной глобализации. Знание о роли, месте и значении той или иной культуры в становлении и развитии мировой цивилизации является ключевым для понимания тех внутренних и социокультурных процессов и кризисных явлений, с которыми сталкивается и еще может столкнуться современное общество. Учитывая все кризисные явления в социокультурной и этнопсихологической сферах современной Европы, обращение к культурному наследию Ирландии может стать первым и важнейшим шагом к пониманию и разрешению насущных проблем. Обладает исключительной уникальностью, каждая культура, тем не менее, несет в себе следы общения с иными культурами. В исторической логике развития мировых культур и цивилизаций ученым известен тот факт, что национальным местным культурам свойственно с течением времени объединяться, разрастаться, эволюционировать, тем самым образуя цивилизацию,
европейская цивилизация образовалась немного иным, нежели это свойственно традиционным способом. В результате так называемого распада кельтской культуры кельтского народа, элементы которой послужили основой ее становления и развития. Безусловно, потом были века расцвета греческой и римской культур, внесших неоценимый вклад в формирование культурного облика современной Европы, но до сих пор этот список считается неполным из упоминания об ирландской культуре. Не секрет, что основой любой культуры и цивилизации является религия и тот мифопоэтический культурный код, который выстраивается религиозной грамматикой, отраженной в языке. Поэтому именно обращение к ирландскому культурному наследию сегодня может послужить незаменимым опытом в дальнейшем, потому что история сама показывает нам пути поиска решения всех имеющихся вопросов и проблем. Так, именно кельтская религия и кельтский мифопоэтический культурный код лег в основу большинства европейских народов, из которого на основе которого впоследствии каждый народ формировал свою уникальную неповторимую культуру. Так, именно христианские ирландские монахи-миссионеры, принесшие свет христианства в Европу, стали не только первыми непревзойденными переводчиками и комментаторами основных религиозных текстов, но и авторами первых грамматик и основателями первых школ. Ирландская мысль, ставшая впоследствии и сохранившая впоследствии в неизменном виде унаследованную никейскую традицию, снова вернулась в Европу на заре десятков веков и послужила той исторической формирующей силой, благодаря которой мы можем говорить о развитии и становлении современной европейской цивилизации. Ирландская культура, будучи прямой наследницей кельтской, сохранила в себе в неизменном виде уникальные традиции и донесла до настоящего времени ту информацию, изучение которой сейчас может стать спасительным для мирового сообщества в вопросах, связанных с пониманием и разрешением причин основных кризисных проблем, вопросов, которые мы сейчас имеем. Ирландское культурное наследие – богатейший и поистине неисчерпаемый материал не только для науки, но и других сфер человеческой жизни. Обращение к примеру Ирландии в вопросах сохранения и развития национальной культуры может стать спасительным для Европы, а обращение к ирландскому культурному наследию – ключевым для понимания и решения множества задач, корни которых кроются в глубинах культурных истоков и культурных почв. Тот уникальный культурный и исторический опыт, что накопила Ирландия за всю свою историю, неоценимый материал, которому должно уделяться особое внимание в современном образовании. К сожалению, в настоящее время, когда любая информация ставится на поток, а главным ее источником становится масс-медиа, истинное значение понимания культурного наследия народа утрачивается. Само священное понятие наследного прошлого заменяется рекламной системой узнаваемых брендов, что несовместимо с пониманием самого понятия культурного наследия, так же, как питейный этикет богословской традиции. Культурное наследие Ирландии живет в настоящем, потому как прошлое для ирландцев всегда живо. То, что было вчера, является гордостью для ирландцев сегодня. То, что бережно ирландцы на протяжении всей истории почитают и охраняют свое культурное наследие, пример достойный для подражания каждой страны, уважающей свою историю и культуру. Однако, обращаясь к изучению культурного наследия Ирландии, расширяя свои жизненные взгляды, мы не только способствуем сохранению той культуры, что изучаем, но и встаем на долгий и тяжелый путь борьбы с уничтожением своей культуры и культуры как понятия вообще. Встаем на путь борьбы с вездесущей дезинформацией и системой разглядных брендов, выдаваемых современному мировому сообществу за культуру и подлинное культурное наследие. Поэтому, даже обращаясь к изучению национальных культур, мы должны быть осторожны и должны помнить о той важной миссии, которую берем на себя. Миссию по сохранению и развитию культуры. И то, что мы беремся изучать, и то наследие, которое мы беремся сами. Исследовательская мысль, во многом загубленная современным состоянием системы образования, активное разностороннее развитие науки – вот что нужно современному мировому сообществу для поиска путей разрешения актуальных проблем. Именно такой ответственный подход должны выбрать те, кто взялся за изучение культурного наследия, как самого ценного из того, что накопило мировое сообщество за всю свою историю. Культура живет в сердце человека. Именно в нем прошлое встречается с настоящим и обретает плоть и кровь. Поэтому сохранение культуры возможно только в ее развитии. Бережно сохраняя и уважая старые традиции, мы можем обращаться к новому, изменять мир к лучшему. Конечно, одного изучения культурного наследия для этого недостаточно. Для этого требуется мощная политическая, экономическая поддержка. Но тех, кому действительно важно сохранить мировое культурное наследие и культуру своей страны, это не должно останавливать. Ирландская культура в свое время послужила становлению и формированию европейской цивилизации. Это стало возможным только в результате того, как на протяжении многих веков, несмотря ни на что, ирландский народ охранял и развивал свою культуру.
Сейчас Ирландия вместе со всеми переживает много кризисных ситуаций, во многом обусловленных положением дел в Европе, во многом обусловленных развитием своей истории. Но тем не менее, Ирландии уже намечен тот спасительный путь, по которому она движется. Путь сохранения и развития своей культуры. Культура – единственная сила в мире, которая не подвластна никаким внешним законам, но которая подчиняет и созидает все. Развивая свою культуру, мы продолжаем нести гордое звание человека. Мы развиваемся сами, мы растем над собой. Развивая свою культуру, каждый человек творит свою свободу. Поэтому только в своей культуре человек подлинно свободен. И только для культуры, как для формирующей и созидающей силы, нет никаких законов и невозможно никакие ограничения и запреты. Ирландия и ее культурное наследие ярчайший для нас тому пример. Много горести выпало на долю Ирландии, но во всех своих бедах она сохранила самое главное – свою культуру. Ирландский язык еще звучит над холмами и равнинами Ирландии. И несмотря ни на что, продолжает биться ирландское будущее сердце. Я думаю, настолько выставляли столько ноты, требует хорошей удачи в продолжении. А продолжение может быть только также сердечно, искренне, с любящими сердцами подготовленной презентации членов клуба, Ирландского культурного клуба. Я очень прошу. Наследие Ирландии сегодня у нас. Good afternoon. Today my colleague and I will tell you about a beautiful country with a rich heritage. We will talk about Ireland. The list of objects of the World Heritage of UNESCO of Ireland includes two objects. The complex on the River Boyne, which is actively investigated by scientists, consists of several objects. Trinity College in Dublin was founded in 1592 by latest patent from Queen Elizabeth I, the mother of the university, and is the only constitute college of the University of Dublin. It's Ireland's oldest university. The library of Trinity College is the largest research library in Ireland. The library contains 500,000 printed maps, the largest collection of cartographic materials in Ireland. The Book of Kells is by far the library's most famous book and is located in the Old Library. The Book of Kells is the most famous and one of the finest of a group of manuscripts in what is known as the insular style produced from the late 6th through the early 9th centuries in monasteries in Ireland, Scotland and England, and in continental monasteries. The manuscript takes its name from the Abbey of Kells, that was its home for centuries. The library usually displays two of the current 4 volumes at a time, one showing a major illustration and the other showing typical text pages. According to a legend, if a sinner looks in these books, he will lose vision. Old-style step dancing, involved in the late 18th and early 19th century from the dancing of the traveling Irish dance masters. The Irish dance masters refined and codified indigenous Irish dance traditions. The Irish dance masters of the period also choreographed particular steps to particular tunes in traditional music, creating the solo set dances, such as the Blackbird, St. Patrick's Day, and the Jump of Johnny Walk, which also persist in modern Irish set dancing. In this context, set dance signifies a separate tradition from the social dance tradition, also called set dance. Thank you. Modern Irish dance. Modern Irish dance will send infection beats pumping through your lines. A famous dancer of modern Irish dance is Michael Flaherty. He is an Irish step dancer who became internationally known through his theatre musicals. Riverdance, Lord of the Dance, and Feet of Flames. In Moscow, there are a lot of schools of Irish dance, and everyone can touch with Irish culture. St. Patrick's Day. St. Patrick's Day is celebrated on the 17th of March. His religious feast day and the anniversary of his death in the 5th century. The
have observed this day as a religious holiday for all the southern year. From the streets of Moscow to the parks of London, celebrations honoring the Irish heritage abound St. Patrick's Day. Irish it's now secret that beer is a centuries-old institution in Ireland. The infamous Irish pubs, found in nearly every pocket of the world, are evidence enough to that. There are dozens of breweries throughout Ireland proving myriad marks, styles, and labels of Irish beer. The various classifications can be mined and folded. Irish traditional music. Irish folk music dates back thousands of years, but collections only date as far back as the 18th century. It's believed that Irish folk music survived more strongly than that of other European countries, because Ireland wasn't a battlefield during either World War, and because the country's economy is derived mostly from agriculture, in which traditional music thrives. Irish traditional music includes many kinds of songs, including drinking songs, ballads, and laments, sang and accompanied or with accompaniment by a variety of instruments. Traditional dance music includes reels, hornpipes, and jigs. The instruments of Irish music are flute, the bodhrán, the wind pipes, they are not dissimilar to Scottish bagpipes, the guitar, banjo, accordion, and the human voice, such as a cappella singing. The harp is confined to bands. На сейчас у нас с вами наша сегодняшняя встреча подходит к концу. И мы хотим подытожить это очень интересное и важное для нас событие, конечно, с добрыми и заслуженными словами. Михаил Андреевич, пожалуйста. Что, уважаемые коллеги, друзья, сегодня у нас получилось такое замечательное мероприятие. Мы его назвали «Круглый стол». Но я бы сказал, что это просто дружеская беседа, в рамках которой господин посол рассказал нам столько много интересного о своей стране. И хоть он сказал, что она маленькая, да, но на самом деле это вот с таким чувством, которое страна относится, ты никогда не скажешь, что это маленькая страна. Что бы я хотел бы добавить? Ирландия давно является членом Европейского сообщества или Европейского союза. И вот в рамках, когда вот у нас произошла перестройка в России, все мы помним, да, 90-е годы, и вот Европейское сообщество помогало России как можно быстрее перейти на рыночные рельсы. И Ирландия принимала активное участие в этих направлениях. Была такая программа, но сейчас существует программа ТАСИС, в рамках которой осуществлялась подготовка к рассказам, изучение английского. То есть мы, я буду говорить не только об экономике, да, а говорить. И как раз в рамках этой программы мы разные направления в этой программе. Ну, одна из программ, как 3 года проходила. Вот Европейское сообщество выделило большие деньги по тем понятиям, 5 миллионов евро. Для чего? Для того, чтобы изучить этот рынок, наш рынок туристский, подготовить специалистов в рыночной экономике, по туризму как раз. И вот очень много сотрудников и специалистов нашей академии как раз проходили обучение в различных направлениях на этой программе ТАСИС. Что, конечно, помогло нам получить международный сертификат, да, получить международный опыт. Поэтому, да, большое спасибо Ирландии, я хотел бы сказать, в лицо господина посла передать большое спасибо за то, что Ирландия являлась одним из активнейших членов в организации этой программы. Я хотел бы подчеркнуть, что эта трехгодичная программа заканчивалась как раз поездкой 20 наших специалистов, ведущих специалистов в отрасли туризма, преподавателей, поехали в Ирландию и практически в течение месяца изучали не только культурный обмен и так далее, да, но именно как раз туризм, изучали туристский рынок, как развивается туристский рынок. Вот, поэтому большое спасибо господину послу, поскольку который принимал участие в этих программах, у нас даже экспертная программа, я знаю, что это такое. Вот, от всей души большое спасибо Ирландии, маленькая страна, но она вот с таким вот большим чувством и вниманием относится
Ну и что бы хотелось сказать? Что господин посол сказал, что, конечно же, у нас, если посмотреть на цифры Турции, Египта, туристских потоков, да, конечно же, несравнимо с Ирландией. Но я думаю, что если у нас будут часто таких мероприятий, обмены культурными мероприятиями, да, культурное наследие, изучать друг друга, конечно же, количество туристских потоков увеличится, ну, если мы не догоним, конечно, Египет, но, по крайней мере, мы к ним приблизимся, да? Я бы хотел, конечно же, прежде всего от вас, дорогие студенты, поблагодарить господина посла за то, что он нашел в своем очень плотном графике. Мы знаем, что такое работа посла. Очень напряженный график. И вот все-таки он нашел время, приехал к нам, выступил с такой интересной лекцией, сообщением. Я надеюсь, что это будет не последняя наша встреча. Поэтому еще раз давайте поаплодируем. Вот от всей души, да, «Душа Москвы» называется книга, как раз вот это вот то, что наши чувства. Внимательно очень слушали. Спасибо за чудесную подготовку данной встречи. Вы знаете, я пожалела, что я не студентка вашего вуза сейчас. Очень интересно. Я надеюсь, что вот такие встречи продлятся. Мы уже говорили, что у нас 25 филиалов. И если будет таковая возможность, вы посетите и головной вуз на Сходне, который находится, и наши филиалы, которые находятся на территории России. Ребята, вам здорово повезло. Продолжайте заниматься этим просто замечательным, я считаю, интереснейшим действием. И удачи вам. Спасибо большое. Этой встречи мы ждали давно, потому что у нас уже налажены связи с ирландским посольством и теми вопросами, которые занимает Ирландский культурный клуб, мы обязаны большой помощи и благодарности нашему другу, гостю, господину Филиппу Макдоналду. Вы, наверное, помните, что мы уже проводили целый ряд мероприятий, посвященных Ирландии. И вот сегодня для нас большая честь, когда мы сможем послушать выступление нашего гостя, посла Ирландии Филиппа Макдоналда, о связях Ирландии и России. И поэтому лекция, которая сейчас состоится, она будет чрезвычайно интересной и, безусловно, полезной. По плану мероприятия, которое мы проводим сегодня, мы его назвали «Круглый стол», потому что это не только лекция, это интересные презентации и, конечно же, ваши вопросы, конечно же, ответы нашего уважаемого коллеги. Значит, у нас с вами, как всегда, наш самый замечательный человек этого огромного филиала, это наш известный нам Морозов Михаил Анатольевич. Представляю Михаилу Анатольевичу, который скажет, что у нас еще в гостях есть наш замечательный профессор Галина Борисовна Литовченко. Уважаемые друзья, сегодня, как уже сказала, что у нас замечательный день, да, к нам приехали гости. Первый раз в гости приехал посол Ирландии. Это для нас вообще такое значимое событие и приятно, поскольку послы не каждый день приезжают, да, в институты. Вот, а у нас, в общем-то, достаточно, как сказать, часто бывает. Правда, вот господин посол первый раз к нам приехал, но мы уже с ним разговаривали, и вот
надеемся, что и он уже подтвердил, что теперь будут у нас часто гости. И я думаю, что это будет на пользу нам всем, поскольку мы вспоминаем, всегда помним, что наша академия, как называется, российская международная, да? Как мы всегда говорим, что международная составляющая, мы всегда обращаем большое внимание. Я надеюсь, что вот это как раз мероприятия, вот такие мероприятия помогут нам в дальнейшем не просто расширять высокий кругозор, получать какие-то дополнительные знания, да? Приобретать друзей, но и, в общем-то, конечно, повышать ваш уровень, вот, как вы всегда говорите, наши конкурентоспособности, нашей академии или вас на рынке образовательных курсов, когда мы такое ну, я Борисовна сказала, что у нас встреча приурочена 3 года нашему клубу. Спасибо за инициативу, которую проводит кафедра и вот, президент нашего клуба, который занимается этими вопросами. Вот. Но я надеюсь, что это будут полезные мероприятия, встречи, и у нас будет очень много друзей или вас, которые будут ходить по сотрудничеству. Да? Сколько вы сейчас работаете? Более 20. Ну, я думаю, что теперь 30, 40 и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, большое спасибо, что вы тоже к нам пришли послушать, да, вы приняли участие в этом мероприятии в круглом столе. Я надеюсь, что пройдет это конструктивно и плодотворно. Пожалуйста, готовьте вопросы. Можно на английском, можно на русском, как-то. Ну, есть у нас переводчик, официальное мероприятие, значит, можно говорить и на русском языке по переводчику. Переведет все это дело. Вот. Ну, если кто-то захочет показать свои знания языка, пожалуйста, можно и на английском сказать. Вот. Ну и я передаю слово Галине Борисовне, которая вот тоже нашла время, приехала к нам и поздравит нас от имени ректората и от академии в целом. Спасибо большое. Спасибо, уважаемые коллеги, уважаемые гости, дорогие наши студенты, от лица ректората Российской международной академии туризма. Рада вас приветствовать на знаменательном событии, которое сейчас происходит в нашем московском филиале. Удачи вам, потому что она вам сейчас сопутствует, и в дальнейшем, чтобы это было, потому что на самом деле не в каждом вузе бывают такие встречи, не в каждом вузе есть такие клубы, поэтому вам очень повезло, и пусть это везение продолжается. Удачи вам в работе, в обучении, и в дальнейшем устроить свою карьеру таким образом, чтобы встречи с послами были у вас частыми. Удачи вам! Наша долгожданная встреча. Мы приглашаем выступить с лекцией господина посла Филиппа Мамнона. И, пожалуйста, лекция будет на английском языке. Если будут вопросы, пожалуйста, потом готовьтесь. И дальше у нас пойдет рабочий порядок. Господин директор, дорогие друзья, спасибо за приглашение. Извините, что я еще не говорю по-русски. Я попробую два слова говорить по-русски. Это знак дружбы между Ирландией и Россией. Это встреча. Знак дружбы. Это год, важный год для отношений между Ирландией и Россией, потому что мы обожаем визита президента Ирландии и тоже визита министра иностранных дел в Москву. И будет тоже важный футбольный матч в октябре. Мы надеемся, что много туристов пойдет
Спасибо. Моя коллега переводит. Мы надеемся, что много туристов пойдет из Ирландии в Россию, тоже из России в Ирландию. И сейчас я говорю по-английски. So I'm going to. I think I can make a better impression if I speak in English. I will. Я произведу на вас лучшее впечатление, если я говорю по-английски. I just make a few points about Ireland because I hope there will be questions. Я скажу несколько слов об Ирландии и надеюсь, что потом останется ваш вопрос. I'm very glad that you have the European flag between the Irish flag and the Russian flag. Я очень рад, что здесь я вижу флаг Европейского Союза, ирландский флаг и российский. We have been a member of the European Union since 1973. Мы члены Европейского Союза с 1973 года. I think you could say we're a thoughtful member of the European Union. Такие очень серьезно относимся к членству нашего Европейского Союза. We've had many referendums. У нас очень много референдумов прошло по этому вопросу. And we are aware of a wider Europe beyond the European Union. Ну и, конечно же, мы всегда помним, что помимо Европейского Союза есть еще более большая Европа. In 2012, Ireland will be the chairman of the organization called the OSCE. В 2012 году Ирландия будет председательствовать ОБСЕ, of which Russia is a very important member. Россия является очень важным членом этой организации, Организации безопасности и сотрудничества. So that should bring us closer to Russia. И вот это, конечно, послужит нашему сближению с Россией. I think another point I would make about Ireland is that in the last 10 years or so, we've had a very successful peace effort in Northern Ireland. Конечно, должен сказать, что где-то за последние 10 лет очень успешными оказались наши усилия по мирному урегулированию Северной Ирландии. There was a very difficult conflict, as you may know. Ну, вы, конечно, знаете, там очень такой сложный конфликт. And a symbol of the change is that George Mitchell, who was the American envoy in the Northern Ireland situation, has now been sent to the Middle East. Ну и вот символ происходящих перемен представляет тот факт, что Джордж Митчелл, это посланник Соединенных Штатов, который участвует в процессе, он сейчас занимается вопросом разрешения. I think another point I would make about Ireland is the importance of culture. Ну и, конечно, я хотела бы остановиться на важности культуры. We're a small country, but in the field of literature, we are a superpower. Ну, хоть мы маленькая страна, но что касается литературы, здесь поистине держава. And that is one of the things that for 200 years has brought Irish people into close contact with Russia. И благодаря этому за последние 200 лет у нас идет такой процесс движения с Россией. All the people in Ireland who work in the area of music or painting or literature, they're always interested in Russia. Ну и все, кто работает в Ирландии в области музыки, художественной экспозиции,
I found that many people in Russia know a song called Вечерний звон. Вот я знаю, что очень многие в России знают песню «Вечерний звон». Вечерний звон is actually an Irish song, and it was translated. So, На самом деле «Вечерний звон» — это ирландская песня, которая была переведена на русский язык. so that song itself is a sign of this cultural contact between Ireland and Russia. Ну и вот эта песня, она как может представлять из себя как раз такой знак, как осуществляются культурные контакты между Ирландией и Россией. And I think I would make one other basic point about Ireland, which is that we have a very modern economy. Ну и хотела бы еще обозначить еще очень важную тему, говоря об Ирландии. Это нельзя не сказать о том, что в Ирландии очень современная экономика. Our exports are 80% of GDP. Наш экспорт составляет 80% нашего ВВП. And the exports are in very modern things like information technology and medical products. И предметы экспорта составляют информационные технологии и медицинские технологии. Everyone is talking about the economy in every country in Europe today. Ну, все говорят сейчас об экономике. В любой стране Европы, потому что это актуальная тема. And Ireland has been one of the most determined countries to face the financial crisis. И Ирландия как раз является одной из стран, от которых потребовалось очень внимательное и серьезное отношение. I mentioned three things that have happened in the last year. Ну вот я упомяну, может, три вещи, что случилось в этом последний год. One is that all the salaries of us public servants have been reduced, and all costs in the economy have come down. So the cost of living in Ireland has actually come down by 4% in the last year. Ну, во-первых, то, что зарплаты государственных служащих были уменьшены, и вообще стоимость жизни как бы стала меньше на 4%. And the second thing is that the state, the government, has taken over much of the banking system. И как бы второй важный момент, что государство сняло на себя обязательства определенных банков, которые управляли. And the third thing is that we've introduced very strong new ideas for regulation of companies, regulation of banks. И третий фактор состоит в том, что мы ввели, здесь очень такие серьезные правила в отношении ограничивающие деятельность компаний и банков, чтобы стимулировать компании. So we think that in the next year we will again have this rate of growth which was typical of Ireland up to the financial crisis. И мы надеемся, что на следующий год у нас будет уже экономический рост. Надеемся, что опять процесс, который мы наблюдали до экономического кризиса. And so I would say in all of this, if you look at our Множество задач, корни которых кроются в глубинах культурных истоков и культурных почв. Тот уникальный культурный и исторический опыт, что накопила Ирландия за всю свою историю, неоценимый материал, которому должно уделяться особое внимание в современном образовании. К сожалению, в настоящее время, когда любая информация ставится на поток, а главным ее источником становится масс-медиа, истинное значение понимания культурного наследия народа утрачивается. Само священное понятие наследного прошлого заменяется рекламной системой узнаваемых брендов, что несовместимо с пониманием
самого понятия культурного наследия, так же, как питейный этикет с богословской традицией. Культурное наследие Ирландии живет в настоящем, потому как прошлое для ирландца всегда живо. То, что было вчера, является гордостью для ирландца сегодня. То, что бережно ирландцы на протяжении всей истории почитают и охраняют свое культурное наследие, пример достойный для подражания каждой страны, уважающей свою историю и культуру. Однако, обращаясь к изучению культурного наследия Ирландии, расширяя свои жизненные взгляды, мы не только способствуем сохранению той культуры, что изучаем, но и встаем на долгие и тяжелые путь борьбы с уничтожением своей культуры и культуры как понятия вообще. Встаем на путь борьбы с вездесущей дезинформацией и системой разгрязанных брендов, выдаваемых современному мировому сообществу за культуру и подлинное культурное наследие. Поэтому, даже обращаясь к изучению национальной культуры, мы должны быть осторожны и должны помнить о той важной миссии, которую берем на себя. Миссию по сохранению и развитию культуры. И то, что мы беремся изучать, и то наследие, которое мы являемся сами. Исследовательская мысль, во многом загубленная современным состоянием системы образования, активное разностороннее развитие науки – вот что нужно современному мировому сообществу для поисков путей к разрешению актуальных проблем. Именно такой ответственный подход должны выбрать те, кто взялся за изучение культурного наследия, как самого ценного из того, что накопило мировое сообщество за всю свою историю. Культура живет в сердце человека. Именно в нем прошлое встречается с настоящим и обретает плоть и кровь. Поэтому сохранение культуры возможно только в ее развитии. Бережно сохраняя и уважая старые традиции, мы можем обращаться к новому, изменять мир к лучшему. Конечно, одного изучения культурного наследия для этого недостаточно. Для этого требуется мощная политическая, экономическая поддержка. Но тех, кому действительно важно сохранить мировое культурное наследие и культуру своей страны, это не должно останавливать. Ирландская культура в свое время послужила становлению и формированию европейской цивилизации. Это стало возможным только в результате того, как на протяжении многих веков, несмотря ни на что, ирландский народ охранял и развивал свою культуру. Сейчас Ирландия вместе со всеми переживает много кризисных ситуаций, во многом обусловленных положением дел в Европе, во многом обусловленных развитием своей истории. Но тем не менее, в Ирландии уже намечен тот спасительный путь, по которому она движется. Путь сохранения и развития своей культуры. Культура – единственная сила в мире, которая не подвластна никаким внешним законам, но которая подчиняет и созидает все. Развивая свою культуру, мы продолжаем нести гордое звание человека. Мы развиваемся сами, мы растем над собой. Развивая свою культуру, каждый человек творит свою свободу. Поэтому только в своей культуре человек подлинно свободен. И только для культуры, как для формирующей и созидающей силы, нет никаких законов и невозможно никакие ограничения и запреты. Ирландия и ее культурное наследие ярчайший для нас тому пример. Много горести выпало на долю Ирландии, но во всех своих бедах она сохранила самое главное – свою культуру. Ирландский язык еще звучит над холмами и равнинами Ирландии, и, несмотря ни на что, продолжает биться ирландское будущее сердце. Я думаю, настолько такая высокая нота требует хорошей удачи в продолжении. А продолжение может быть только также сердечной, искренней, с любящими сердцами подготовленной презентации членов клуба, Ирландского культурного клуба. Я очень прошу. Наследие Ирландии сегодня у нас. Good afternoon. Today my colleague and I will tell you about a beautiful country with a rich heritage. We will talk about Ireland. The list of objects of the World Heritage of UNESCO of Ireland includes two objects. The complex on the River Boyne, which is actively investigated by scientists, consists of several objects. Trinity College in Dublin was founded in 1592 by latest patent from Queen Elizabeth I, the mother of the university, and is the only constitute college of the University of Dublin. It's Ireland's oldest university. The Library of Trinity College is the largest research library in Ireland. The library contains 500,000 printed maps, the largest collection of cartographic materials in Ireland. The Book of Kells is by far the library's most famous book and is located in the old library.
The Book of Kells is the most famous and one of the finest of a group of manuscripts in what is known as the insular style produced from the late 6th through the early 9th centuries in monasteries in Ireland, Scotland and England, and in continental monasteries. The manuscript takes its name from the Abbey of Kells, that was its home for centuries. The library usually displays 2 of the current 4 volumes at a time, one showing a major illustration and the other showing typical text pages. According to a legend, if a sinner looks in these books, he will lose vision. Old-style step dancing involved in the late 18th and early 19th century from the dancing of the traveling Irish dance masters. The Irish dance masters refined and codified indigenous Irish dance traditions. The Irish dance masters of the period also choreographed particular steps to particular tunes in traditional music, creating the solo set dances, such as the Blackbird, St. Patrick's Day, and the Jack of Johnny Walk, which also persist in modern Irish set dancing. In this context, set dance signifies a separate tradition from the social dance tradition, also called set dance. Thank you. Modern Irish dance. Modern Irish dance will send infection beats pounded through your lines. A famous dancer of modern Irish dance is Michael Flatley. He is an Irish step dancer who became internationally known through his theater musicals, Riverdance, Lord of the Dance, and Feet of Flames. In Moscow, there are a lot of schools of Irish dance, and everyone can touch the Irish culture. St. Patrick's Day. St. Patrick's Day is celebrated on the 17th of March. His religious feast day and the anniversary of his death in the 5th century. The Irish have observed this day as a religious holiday for all the southern year. From the streets of Moscow to the parks of London, celebrations honoring the Irish heritage abound St. Patrick's Day. Irish Beer. It's no secret that beer is a centuries-old institution in Ireland. The infamous Irish pubs, found in nearly every urban pocket of the world, are evidence enough to that. There are dozens of breweries throughout Ireland proving myriad marks, styles, and labels of Irish beer. The various classifications can be mined and open. Irish traditional music. Irish folk music dates back thousands of years, but collections only date as far back as the 18th century. It's believed that Irish folk music survived more strongly than that of other European countries, because Ireland wasn't a battlefield during either World War, and because the country's economy is derived mostly from agriculture, in which traditional music thrives. Irish traditional music includes many kinds of songs, including drinking songs, ballads, and lanes, sang and accompanied or with accompaniment by a variety of instruments. Traditional dance music includes reels, hornpipes, and jigs. The instruments of Irish music are flute, the bodhrán, the wooden pipes, they are not dissimilar to Scottish bagpipes, the guitar, banjo, accordion, and human voice, such as a cappella singer. The harp is confined to bands. На сегодня, сейчас у нас с вами наша сегодняшняя встреча подходит к концу. И мы хотим подытожить это очень интересное и важное для нас событие, конечно, с добрыми и заслуженными словами. Михаил Андреевич, пожалуйста. Уважаемые коллеги, друзья, сегодня у нас получилось такое замечательное мероприятие. Мы его назвали «Круглый стол». Но я бы сказал, что это просто дружеская беседа, в рамках которой господин посол рассказал нам столько много интересного,
о своей стране. И хоть он сказал, что она маленькая, да, но на самом деле это вот с таким чувством, которое страна относится, ты никогда не скажешь, что это маленькая страна. Что бы я хотел бы добавить? Ирландия давно является членом Европейского сообщества или Европейского союза. И вот в рамках, когда вот у нас произошла перестройка в России, все мы помним, да, 90-е годы, и вот Европейское сообщество помогало России как можно быстрее перейти на рыночные рельсы. И Ирландия принимала активное участие в этих направлениях. Была такая программа, но сейчас существует программа ТАСИС, в рамках которых осуществлялась подготовка к рассказам, изучение туристского, то есть мы, прежде буду говорить не только об экономике, да, а о туризме. И как раз в рамках этой программы мы в разные направления в этой программе, но одна из программ, как 3 года проходила. Вот Европейское сообщество выделило большие деньги по тем понятиям, это 5 миллионов евро. Для чего? Для того, чтобы изучить этот рынок, наш рынок туристский, подготовить специалистов в рыночной экономике, по туризму как раз. И вот очень много сотрудников и специалистов нашей академии как раз проходили обучение в различных направлениях на этой программе ТАСИС, что, конечно, помогло нам получить международный сертификат, да, получить международный опыт. Поэтому, да, и большое спасибо Ирландии, я хотел бы сказать, в лице господина посла передать большое спасибо за то, что Ирландия являлась одним из активнейших членов в организации этой программы. Я хотел бы подчеркнуть, что эта 3-годичная программа заканчивалась как раз поездкой 20 наших специалистов, ведущих специалистов в отрасли туризма, преподавателей, поехали в Ирландию и практически в течение месяца изучали не только культурный обмен и так далее, да, но именно как раз туризм, изучали туристский рынок, как развивается туристский рынок. Вот поэтому большое спасибо господину послу, поскольку который принимал участие в этих программах, у нас даже экспертных программ, я знаю, что это такое. Вот, от всей души большое спасибо Ирландии, маленькая страна, но вот она вот с таким вот большим чувством и вниманием относится к нам. Ну и что бы хотелось сказать? Господин посол сказал, что, конечно же, у нас, если посмотреть на цифры Турции, Египта, туристских потоков, да, конечно же, не сравнимо с Ирландией. Но я думаю, что если у нас будут часто такие мероприятия, обмены культурными мероприятиями, да, культурное наследие, изучать друг друга, конечно же, количество туристских потоков увеличится, ну, если не законим, конечно, Египет, но, по крайней мере, мы к ним приблизимся, да. Я бы хотел, конечно же, прежде всего от вас, дорогие студенты, поблагодарить господина посла за то, что он нашел в своем очень плотном графике. Мы знаем, что такое работа посла. Очень напряженный график. И вот все-таки он нашел время, приехал к нам, выступил с такой интересной лекцией, сообщением. Я надеюсь, что это будет не последняя наша встреча. Поэтому еще раз давайте поаплодируем. Вот от всей души, да, «Душа Москвы» называется книга, как раз вот это вот то, что наши чувства. Внимательно очень слушали. Спасибо за чудесную подготовку данной встречи. Вы знаете, я пожалела, что я не студентка вашего вуза сейчас. Очень интересно. Я надеюсь, что вот такие встречи продлятся. Мы уже говорили, что у нас 25 филиалов. Если будет таковая возможность, вы посетите и головной вуз на Сходне, который находится, и наши филиалы, которые находятся на территории России. Ребята, вам здорово повезло, продолжайте заниматься этим просто замечательным, я считаю, интереснейшим действием. И удачи вам. Спасибо большое. Этой встречи мы ждали давно, потому что у нас уже налажены связи с ирландским посольством, и теми вопросами,
И вот сегодня для нас большая честь, когда мы сможем послушать выступление нашего гостя, посла Ирландии Филиппа Максона, о связях Ирландии и России. И поэтому лекция, которая сейчас состоится, она будет чрезвычайно интересной и, безусловно, полезной. По плану мероприятия, которое мы проводим сегодня, мы его назвали «Круглый стол», потому что это не только лекция, это интересные презентации и, конечно же, ваши вопросы, конечно же, ответы нашего уважаемого коллеги. Значит, у нас с вами, как всегда, наш самый замечательный человек этого огромного филиала, это наш известный нам Морозов Михаил Анатольевич. Михаилу Анатольевичу, который скажет, что у нас еще в гостях есть наш замечательный профессор Галина Борисовна Литовченко. Уважаемые друзья, сегодня, как сказала, что у нас замечательный день, да, к нам приехал в гости. Первый раз в гости приехал посол Ирландии. Это для нас вообще такое значимое событие и приятное, поскольку послы не каждый день приезжают, да, в институты. Вот, а у нас, в общем-то, достаточно, как сказать, часто бывает. Правда, господин посол первый раз к нам приехал, но мы уже с ним разговаривали и надеемся, что и он уже подтвердил, что теперь он будет у нас часто в гости. И я думаю, что это будет на пользу нам всем, поскольку мы вспоминаем, всегда помним, что наша академия, как называется, российская международная, да? Как мы всегда говорим, что международная составляющая, мы всегда обращаем большое внимание. Я надеюсь, что вот это как раз мероприятия, вот такие мероприятия помогут нам в дальнейшем не просто расширять сотню городов, получать какие-то дополнительные знания, да? Приобретать друзей, но и, в общем-то, конечно, повышать ваш уровень, вот, как вы всегда говорите, наши конкурентоспособности, нашей академии или вас на рынке образовательных услуг, когда мы закончим. Ну, я бы сказал, что у нас бюджете приурочено 3 года нашему клубу. Спасибо за инициативу, которую проводит кафедра и вот, президент нашего клуба, который занимается этими вопросами. Вот. Но я надеюсь, что это будут полезные мероприятия, встречи, и у нас будет очень много друзей или вас, которые будут ходить по закруту. Дай Богу, расширяться. Сколько вы сейчас уже будете? Более 20. Ну, я думаю, что теперь 30, 40 и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, большое спасибо, что вы тоже к нам пришли послушать, да, вы приняли участие в мероприятии в круглом столе. Я надеюсь, что пройдет это конструктивно и плодотворно. Пожалуйста, готовьте вопросы. Можно на английском, можно на русском, как сказать. Ну, есть у нас переводчик, официальный мероприятие, значит, можно говорить и на русском языке, переводчик у нас переведет все это дело. Вот. Ну, если кто-то захочет показать свои знания языка, пожалуйста, можно и на английском говорить. Вот. Ну и я передаю слово Галине Борисовне, которая вот тоже нашла время, приехала к нам и поздравит нас от имени ректората и от академии в целом. Спасибо большое. Спасибо, уважаемые коллеги, уважаемые гости, дорогие наши студенты, от лица ректората Российской международной академии туризма. Рада вас приветствовать на знаменательном событии, которое сейчас происходит в нашем московском филиале. Удачи вам, потому что она вам сейчас сопутствует, и в дальнейшем, чтобы это было, потому что на самом деле не в каждом вузе бывают такие встречи, не в каждом вузе есть такие клубы, поэтому вам очень повезло, и пусть это везение продолжается. Удачи вам в работе, в обучении, и в дальнейшем устроить свою карьеру таким образом, чтобы встречи с послами были у вас частыми. Удачи вам! Наша долгожданная встреча. Мы приглашаем выступить с лекцией господина посла Филиппа Максона. И, пожалуйста, лекция будет на английском языке. Если будут вопросы, пожалуйста, потом готовьтесь. И дальше у нас пойдет рабочий порядок.
Господин директор, дорогие друзья, спасибо за приглашение. Извините, что я еще не говорю по-русски. Я попробую два слова говорить по-русски. Это знак дружбы между Ирландией и Россией. Это встреча. Знак дружбы. Это год, важный год для отношений между Ирландией и Россией, потому что мы обожаем визита президента Ирландии и тоже визита министра иностранных дел в Москву. И будет тоже важный футбольный матч в октябре. Мы надеемся, что много туристов пойдет. Спасибо. Моя коллега переводит. Мы надеемся, что много туристов пойдет из Ирландии в Россию, и тоже из России в Ирландию. И сейчас я говорю по-английски. So I'm going to. I think I can make a better impression if I speak in English. I will. Я произведу на вас лучшее впечатление, если говорить по-английски. I just make a few points about Ireland because I hope there will be questions. Я скажу несколько слов о Ирландии и надеюсь, что потом задается ваш вопрос. I'm very glad that you have the European flag between the Irish flag and the Russian flag. Я очень рад, что здесь я вижу флаг Европейского Союза, ирландский флаг и российский флаг. We have been a member of the European Union since 1973. Мы члены Европейского Союза с 1973 года. I think you could say we're a thoughtful member of the European Union. Такие очень серьезно относимся к членству нашего Европейского Союза. We've had many referendums. У нас очень много референдумов прошло по этому вопросу. And we are aware of a wider Europe beyond the European Union. Ну и, конечно же, мы всегда помним, что помимо Европейского Союза есть еще более большая Европа. In 2012, Ireland will be the chairman of the organization called the OSCE. В 2012 году Ирландия будет председательствовать ОБСЕ. Of which Russia is a very important member. Россия является очень важным членом этой организации безопасности и сотрудничества. So that should bring us closer to Russia. И вот это, конечно, послужит нашему сближению с Россией. I think another point I would make about Ireland is that in the last 10 years or so, we've had a very successful peace effort in Northern Ireland. Конечно, должен сказать, что где-то за последние 10 лет очень успешными оказались наши усилия по мирному урегулированию Северной Ирландии. There was a very difficult conflict, as you may know. Ну, вы, конечно, знаете, там очень такой сложный конфликт. And a symbol of the change is that George Mitchell, who was the American envoy in the Northern Ireland situation, has now been sent to the Middle East. Ну и вот
участвует в этом процессе. Он сейчас занимается вопросом разрешения. I think another point I would make about Ireland is the importance of culture. Ну и, конечно, я хотела бы остановиться на важности культуры в связи с этим. We're a small country, but in the field of literature, we are a superpower. Ну, хоть мы и маленькая страна, но что касается литературы, And that is one of the things that for 200 years has brought Irish people into close contact with Russia. И благодаря этому, поскольку 200 лет, у нас идет такой процесс движения с Россией. All the people in Ireland who work in the area of music or painting or literature, they're always interested in Russia. Ну и все, кто работает в Ирландии в области музыки, художественной, экспозиционного искусства, литературы, все, конечно, интересуются Россией. I found that many people in Russia know a song called Вечерний звон. Ну, я знаю, что очень многие в России знают песню «Вечерний звон». Вечерний звон is actually an Irish song, and it was translated. So, на самом деле «Вечерний звон» — это ирландская песня, которая была переведена на русский язык. so that song itself is a sign of this cultural contact between Ireland and Russia. Ну и вот эта песня, она может представлять из себя как такой знак, как осуществляются международные контакты между Ирландией и Россией. And I think I would make one other basic point about Ireland, which is that we have a very modern economy. Ну и хотела бы еще обозначить еще очень важную тему, говоря об Ирландии. Это нельзя не сказать о том, что в Ирландии очень современная экономика. Our exports are 80% of GDP. Наш экспорт составляет 80% нашего ВВП. And the exports are in very modern things like information technology and medical products. И предметы экспорта составляют информационные технологии и Everyone is talking about the economy in every country in Europe today. Ну, все говорят сейчас об экономике. В любой стране Европы очень актуальная тема. And Ireland has been one of the most determined countries to face the financial crisis. И Ирландия как раз является одной из стран, от которых потребовалось очень внимательное и серьезное отношение. I mentioned three things that have happened in the last year. Ну вот я упомяну, может быть, три вещи, что случилось буквально в последний год. One is that all the salaries of us public servants have been reduced, and all costs in the economy have come down. So the cost of living in Ireland has actually come down by 4% in the last year. Ну, во-первых, то, что зарплаты государственных служащих были уменьшены, и вообще стоимость жизни стала меньше на 4%. And the second thing is that the state, the government, has taken over much of the banking system. И второй важный момент, что государство сняло на себя обязательства определенных банков, которые управляли. And the third thing is that we've introduced very strong new ideas for regulation of companies, regulation of banks. И третий фактор состоит в том, что мы ввели, здесь очень
ограничивающие деятельность компаний и банков, чтобы стимулировать компании. So we think that in the next year we will again have this rate of growth which was typical of Ireland up to the financial crisis. И мы надеемся, что на следующий год у нас будет уже экономический рост. Надеемся, что опять будет процесс, который будет до экономического кризиса. And so I would say in all of this, if you look at our